Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером вы настроились на шум. Пошумим сегодня вдоволь, потому что есть о чем, потому что действительно тревожное событие во всем мире, и вот эта начавшаяся война, причем не на жизнь, а на смерть между Израилем и Ираном, дает поводы это делать. Есть, скажем так, такая маленькая особенность этого прямого эфира. Я всем благодарен за то, что мы вместе, но последние дни, это началось со вчерашнего, так сказать, такого мощнейшего лага, проверял сегодня, целый день убил на то, что это такое, да, то есть, судя по всему, есть какие-то серверы YouTube, которые там где-то, ну, в общем, трансляция попадает где-то неправильно. Если что-то лагает, да, напишите обязательно и вот обновите страничку, перезайдите, я думаю, что все останется, все будет в порядке, но есть такая особенность. Что-то происходит в мире несусветно, и мы этому свидетели. Традиционно и как всегда, начинаем нашу замечательную программу, наш замечательный шум с игры в города. А кто откуда, как видно, как слышно, пишите, пожалуйста. Значит, это прекрасно. Мадрид приветствует Александра и всех. Добра всем и мира. Спасибо большое в Мадрид, большой привет. Значит, очень рад, что с нами непосредственно сейчас многие, Москва вот ждет, привет из Ростова-на-Дону, привет и вам, всем большущий привет, давайте вот свежее сообщение включим, вот таким вот образом, Гамбург, Коломяги, Тимур, есть такой населенный пункт, Антрацит в Польше, да, приветствуют, Стамбул, Харьков, Астрахань, Генуя, Донецк, Англия, Саранск, Бутово тут, привет в Бутово, Москву тоже привет, Иран, Домодедово, МКС, Международная космическая станция, наверное, Луганск с нами, село Шум, смотрим, вы смотрите Шум в селе Шум, это вообще просто прекрасно, слушайте, я очень рад такому вот совпадению, практически, да, вот что называется, практически тезки мы с вами, рад очень всех приветствовать из Гондураса. Вот Гондурас это тоже всегда прекрасно, когда вот есть Гондурас на связи. Спасибо большое, кстати, за Анне Салам за поддержку, за суперчат, суперстикер. Спасибо большое. Тоже низкий поклон. Очень рад, и если работает эта функция, пользуйтесь. И также, если у вас есть возможность через Телеграм-канал подписаться в закрытый клуб, подписывайтесь. Очень интересные дискуссии между подписчиками. Ну и, конечно, QR-код, который видите на экране, тоже возможность, никого не дожидаясь, взять и перейти и чего-то написать. Ну, если есть такая возможность, нет, лайк поставьте, этого будет предостаточно. Орел, Лондон, Санкт-Петербург, Чернигов, Казань, центр мира, Липецк, подземный город в России какой-то, да, есть, наверное, такие. Вассенберг, Лос-Анджелес, Астана, Новая Каховка, Чебоксары, Харьков с вами, Кубань, Узбекистан, Ташкент, быть миру. Ой, ваши слова, да, богу в уши, судя по всему, не быть. Так это точно. Киев бдит, Сергей, это прекрасно. Бдите. Белгород, Астана, Сибирь, Томск, Вена, Казахстан, Темиртау, Пермь, Швеция, Обнинск, Крым и Трусковец с нами. Друзья, спасибо большое, это всегда поднимает настроение даже в такие заряженные эфиры. Сегодня действительно эфир такой, знаете, заряжен на негатив. В чем негатив? В том, что мы действительно на пороге очень больших событий, настоящих просто-таки моментов, которые изменят мир, о чем когда-то предсказывали, говорили разные политики, которые ушли из жизни. Ну вот Киссинджер, например, предсказывал, что Израиля там не будет в свое время, там, да, через десяток лет, десяток другой, там. Жириновский тоже рассказывал, да, многие его сегодня вспомнили, причем и в Иране вспомнили, и в Израиле вспомнили, и в России, и в украинских пабликах вот эти его выступления тоже цитировались, потому что, кажется, началось большое противостояние. Лисичаненко. О, да, Лисичанск, это прекрасно. Юпитер, Харьков. Да, Агуар, спасибо большое. Город Смазовск, Челябинская область, вам тоже привет. Значит, опрос нашего сегодняшнего эфира, в конце подведем итоги, как звучит. Кто победит, в или от? Ну вот смотрите, победит не в плане там победит, а вот выиграет, наверное, больше. От большой ближневосточной войны. Я сейчас попытаюсь расшифровать этот термин большой ближневосточной войны. Что имеется в виду? Понятно, что нет у Ирана и у Израиля сухопутной границы.
есть там остатки Хизбаллы, хуситы, вот уже ракеты запустили в эти минуты, летит туда. Есть вообще арабский мир, который против вот этой акции Израиля. И есть, собственно, там коридор, или как идти через Ирак, да, то есть это все на самом деле может очень серьезно катализироваться, поэтому быстро собирают совбез сегодня, вот прям собирают, чтобы, не дай бог, не дать разгореться этому. Ну и Трамп куражится. О том, как Трамп куражится позже. В общем, кто победит в или от, ну имеется в виду, выиграет от этого, кто останется в преференциях. Иран, Израиль, США, как говорится, несмотря ни на что, или Россия. 2000 голосов мы уже получили, даже 2400. Спасибо большое, проголосуйте, пожалуйста, если не голосуете. Это в чате трансляции просто делается. Если там вы зарегистрированный пользователь, переходите, кликайте, потом подсчитаем результаты, что называется, очень интересно. Да, вот перезайдите, если что-то не так с трансляцией. Это есть такая история. Спасибо большое, тем не менее, всем тем, кто смотрит. Это, как бы, я так понимаю, вчера упал и Google, и куча других сервисов, и сегодня вот все я, вот знаете как, почему так бывает, интернет плохой, еще что-то, все перепробовал, уже со всеми списался, любые поддержки, что-то есть какие-то, ну, я не буду говорить, атакуют там, нет, просто есть какая-то проблема, да, но я думаю, что если кто посмотрит записи, будет комфортно, ну и нам с вами, ну, я думаю, что это не самая большая проблема на фоне мировой войны, правда? Значит, какой-то сбой, да, действительно, причем масштабный. Черноморск, Ильичевск с нами, спасибо большое. Лисичанск, Днепр, Башкирия, спасибо большое. Значит, Одесса, кстати, уделим вам тоже время, как у вас там с водой. Ну, супостаты глушат, действительно. Привет из Нидерландов, привет. Из Сиэтла тоже, и в Сиэтл привет. Ребята, спасибо большое за то, что смотрите, за то, что присоединяетесь. Будем больше общаться с вами, да, по ходу сегодняшнего эфира. В общем, свершилось. Всю неделю как-то вот, да, все очень замерли. И как бы наслаждались компроматом в прессе. Значит, Иран откуда-то прознал расположение шахт, там другую чувствительную информацию Израиля, и как бы ее, в общем-то, вывалили, вот то, что Иран знает. И, собственно, об вот этом ударе говорили там 2 суток назад, да, то есть вот начали говорить, что вот что-то готовится, а вот будьте бдительны. Вчера буквально Трамп, у него же спросили на фоне вот этих публикаций, да, а что будет, вы, мол, сами увидите, да, ну и, собственно, все увидели. Израиль атаковал ядерные объекты, другую инфраструктуру, атаковал непосредственно территорию Ирана, и, внимание, непосредственно с территории Ирана была осуществлена вот эта атака. И, собственно, сейчас тяжелейшее решение, которое уже принято на данную минуту, когда мы с вами сейчас в прямом эфире. Аятолла Хаменеи выступил, сказал, что, в общем, сионистский режим будет разбит и прочее. Вообще, вот эта вся история сразу, да, после этих тяжелых ударов началась. Вот, например, там Израиль запустил кино целое. Смотрите, время идет, ракеты летят. Вот это все, порванный израильский флаг. То есть сразу включили вот этот, ну как это, Иран-фильм, Тегеран-фильм. В общем, все будет очень и очень плохо, да, вот просто накроет всех ракетами. Это вот, собственно, такую месть анонсировал примерно сегодня и Хаменеи. К слову, я уже сказал, что ракеты по Израилю в ответ на атаку полетели. Да, вот это вот нам ведает на арабском, что летят ракеты, причем летят на Израиль. Ну, пока что там 3 ракеты. Утром были запущены дроны, шахеды, вот те самые. Причем вот буквально там за полчасика до нашего старта, до нашего сегодняшнего эфира, прошла вот информация о воздушной тревоге. Их было несколько. Там
самое интересное, что очень интересно выглядит информационное пространство. В каком плане? Очень тяжело всем верить, потому что там и арабским СМИ, и, понятно, израильским. В Израиле вообще военная цензура, поэтому если там даже, если кто-то куда-то попадет, об этом никто не узнает. Ну, или узнают потом, или как-то так вот косвенно, через какие-то там моменты. Там серьезная военная цензура. Это надо учесть. И я прошу всех, когда будете читать новости и шуметь, да, по этому поводу, учтите, что там даже вот прошлая атака, да, вот она была такая своеобразная. Ну, в общем, одни говорили, что поразили там чувствительные цели, другие говорили, что да нет, там в поле просто стрельнули и одного убило, просто упала ракета и убила его так физически, да, придавила. Помните, вот ответ за прошлую атаку. Но на том ответе Иран остановился. Остановится ли на этом? Вот тут большой вопрос. Почему? Потому что перемещаются сразу, вот просто с начала дня борты британские и американские, военные, да, они как бы удирают, да, эвакуируются. Граждан, понятно, всех попросили, если есть возможность смыться, смойтесь, если нет, будьте возле убежищ. Днем, правда, какую-то такую дезу запустили, и я тоже у себя делился в телеграм-канале, что Израиль как бы говорит, ой, ничего не будет, можно там не бояться возле убежищ не пребывать. Ну, понятное дело, что это тоже информационные войны, это тоже надо пребывать в убежищах, тем более, что звучало вот буквально вот-вот перед нашим эфиром, вот так выглядит карта воздушных тревог в Израиле, вот возле Иерусалима, туда уже есть прилеты по состоянию на сейчас, и мы понимаем, что, скорее всего, удары будут, и будут наверняка тяжелые. Есть мнение, что ну, опять-таки, там же, как это, блестящая операция, да, то есть, но, и все как-то так вот думают, ну, смотрите, воздушная война. Воздушную войну выиграть вообще тяжело. Вот вам российско-украинский пример вот этого противостояния. Сколько там ракет выпустили с самого начала 22 года по Украине? Ничего, воюют, там дроны запускают в свою очередь, там подбивают бэками морскими, еще каким-то образом. И как бы это все тянется. Примечательно, что на этом фоне Нетаньяху выходит днем и говорит, мол, люди добрые, война надолго. Ну, то есть, понятно, да, война надолго, Нетаньяху надолго, и все где-то это уже слышали. Вообще много таких похожих вещей, похожих элементов с российско-украинской войной, вот в этой, да, в этом противостоянии, безусловно. И он говорит, война надолго, крепитесь, был объявлен сбор всех резервистов дополнительного, там какого-то количества достаточно большого, что там 10 тысяч попадалось мне. И, в общем, они собирают армию. Но тут возникает главный вопрос. А зачем они собирают армию? То есть главная загадка, и не то что загадка, там ларчик, наверное, просто открывался. Пойдут ли сухопутным образом? Все скажут, ай, Шелест, посмотри на карту, да, не на вот эту карту воздушных тревог, а как они пойдут сухопутным образом? Да очень просто. Потому что вокруг вот этого удара Израиля по Ирану, ну так собрались уже ряд стран, которые выступили против. Саудовская Аравия, которая в десны с Трампом, да, которая, понятное дело, от выигрыша от цены на нефть, которая сейчас взлетает, и она не сильно взлетает, потому что все ждут, чем дело обернется. Но если будет сухопутная составляющая, то все, это как бы цены улетят в космос, и JP Morgan прав, будет до 120, 100%. Почему сухопутная? Потому что между Ираном и Израилем там есть там ряд стран, да, ну, Ирак, например. Вот в Ираке вот так встретили сегодняшние удары. Я думаю, что это они кричат? Радуются, наверное. Радостно им всем там возле мечети собрались в Ираке и вот это вот митингуют. Нет. Это, я специально сделал паузу, это вот так у них, там на арабском, на их языке, да, звучит «смерть Израилю». То есть в Ираке, говорит, смерть Израилю. То есть вполне вероятно, что там транзит может быть, а может быть и объединенная какая-то в будущем коалиция. У саудитов есть деньги, да, там Ирак, в общем, ну, как бы найдутся желающие, кому, собственно, повоевать сухопутно. Я почему делаю акцент на сухопутной компоненте?
По одной простой причине. Потому что если в воздушном, ну, скажем так, поле боя можно, как сегодня Бильд расписывала операцию, она же гениальная просто. Просто ослепили кибератакой. Только с одной базы там что-то могли сбивать, потому что ПВО ослепили, потом в него ударили. Да что там, многие провели параллели сегодня с украинской паутиной. Ну как украинской? Почерк один и тот же, да, то есть где-то на территории Ирана непосредственно были какие-то места, откуда дроны взлетели и поражали цели. Я так понял, что, ну, из контекста, что имеется в виду, наверное, какие-то, ну, ЗРК, какой-то ПВО, да, то есть вот противовоздушную оборону. Вот эти пункты поражали. Может, какие-то штабы куда-то залетали. Даже вот видео опубликовали, что вот якобы вот так, да, ну, ничего не понятно, да, вот они вот сидят, там прошлись. Вообще вот видео с Ближнего Востока нужно, там тяжело проанализировать. Якобы вот это Моссад, который на территории Ирана был. То есть Иран на своей территории, вот туда просочились спецслужбы и ударили как бы изнутри по Ирану. Особо цинично, подленько, спецоперация, ну, в стиле Моссада. Еще один, собственно, стиль Моссада, это, конечно же, ну вот, убийство персонально, да. Вот этот непосредственно дом, по крайней мере, так сообщали, тут сложно сказать, это дом, где спал, ну, вот, главный страж исламской революции, которого, собственно, и ликвидировали. С ним еще ряд военачальников достаточно больших. То есть конкретно ракета прилетела вот примерно вот сюда, и тут спальня. И здесь как бы его не стало. Они убили также 3 ученых. Там есть список, бывший там, ректор университета, бывший начальник ядерной программы, еще один инженер, который центрифугами занимался. Их всех ликвидировали. То есть Моссад действует четко. То есть как бы центрифуги, да, значит все, вот это вот ядерная программа. И человека убирают, просто стирают. А ты потом пойди попробуй, там, восстанови и сделай что-то дальше. Ну, сегодня Иран сообщил, что ядерную программу сворачивать он не собирается. И все-таки будет продолжена ядерная программа. Причем интересно, вот все-таки звучит во всеуслышание, что нет никакой бомбы и какого-то там процента готовности шибко большого у Ирана для того, чтобы она теоретически появилась, тоже нет. Но Израиль наносит удары, так сказать, превентивно. Мол, не хочет, чтобы оружие ядерное появилось у него. У самого, у Израиля, официально тоже нет ядерного оружия. Но все как бы так и нет, как нет, так и есть. То есть вроде как есть. То есть война идет против вот этого. Ну так, по крайней мере, кажется. Вот это в Керманшахе базу, причем примечательно, что это с китайского спутника, это китайцы опубликовали, поразили израильскими ударами. Вот так вот она выглядит, и, собственно, ну вот, ущерб, как говорится, налицо. Интересно тоже то, что сегодня очень примечательно, но с разных углов, вот, немножко по-разному, но суть понятна. База в Натанзе стала, ну, таким очень серьезным раздражителем. Ну, это инфографика, да, как влетели самолеты, вот это где-то на севере Ирана эта база находится, и вот как бы примерно как она выглядит изнутри. Значит, это вот защищенный периметр, 2 кольца вот этого ограждения, и она вот ушла под землю. То есть там несколько этажей. Вот здесь примерно находится, да, возможно, ядерная компонента, и вот туда, скажем так, опускаемся, вот здесь там охладители, еще что-то, и вот вниз, 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 и вот где-то здесь вот что-то повредили, что-то из этого. Причем повредили так, что сообщили о ядерном заражении. Насколько это сообщение верифицировано, сказать сложно, потому что трубят все. Иран сам говорит, ничего нет. Ну, понятно, они пропустили этот удар, потому что есть спутниковые снимки, но никакого заражения нет, ничего не пострадало. Противная сторона, там, Израиль говорит, мы поразили, вот смотрите, там вот уже там ядерная
в общем, заражение. Вышли МАГАТЭ, сказали, что, в общем, выброса ядерного на поверхность нет, но вот там есть, ну, собственно, нужно в общем, нечто среднее. То есть нужно как бы ликвидировать эти последствия. То есть удар нанесен четко и понятно по какому объекту. Вместе с этим Минобороны Ирана у себя в соцсети X публикует вот это. «Боритесь с ними, пока не прекратится зло и не останется послушание Богу». Священный Коран цитирует Минобороны Ирана, как бы всех настраивая, да, на войну, как бы всех настраивая на жесткий ответ. В принципе, подобные, да, вот, ответы, они понятны по одной простой причине. Потому что сообщается, что вот этот удар и вот этот пожар – это одна из резиденций Хаменеи. В Хаменеи тоже четко били. Вычислили резиденцию и туда ударили. Оружие у Израиля точное, поэтому попали. Не было там Хаменеи, потому что теперь там мы уже знаем, в общем, не сорвано было его обращение, в котором он сказал о том, что, ну, собственно, что будем противостоять, будем бороться, как говорится, дальше. А что Америка, спросите вы? Ведь это же самое интересное. Ну, Трамп как отреагировал? Трамп напропалую дает второй шанс Ирану. Значит, вот свежее его заявление. Трамп заявил, что был полностью осведомлен о планах Израиля. Мы знали все. Я пытался спасти Иран от унижения и гибели. Я очень старался, потому что хотел бы видеть, как заключается соглашение. Они все еще могут его заключить. Ну, вот это, так сказать, сообщение, да, это не единственное сообщение по этому поводу. Более всех, конечно, разорвало вот это, ну, так сказать, длиннющее, да, вот такое, которое он у себя в соцсети написал, мол, шанс за шансом давал заключить сделку. Сказал им жесткими словами, просто сделайте это. Но как бы они ни старались, как бы ни приближались к соглашению, у них так и не получилось. Я их предупредил. В общем, теперь, в общем, Израиль обладает значительной частью американского оружия, он похвалил свой ВПК, и, что важно, они умеют пользоваться этим оружием. Некоторые иранские радикалы говорили смело, но они не знали, что их ждет. Теперь они все мертвы, говорит Трамп, и дальше будет только хуже. Уже сейчас это обернулось большими жертвами и разрушениями, но еще не поздно все остановить. Следующие запланированные удары будут еще более жестокими. Иран должен заключить соглашение, прежде чем от него ничего не останется. Прежде чем исчезнет то, что когда-то называлось Иранской империей. Больше никаких смертей, никаких разрушений, просто сделайте это, пока не стало слишком поздно, да благословит вас Бог. Да, ну, с Богом там, собственно, свои определенные отношения. Так, а кто это будет делать? Вот, например, в CNN, вообще сегодня в CNN очень интересная информация прошла, что все что, ну, многие, правда, а зачем вот это было делать, да? Зачем? Ну, понятно, там по каким-то ядерным объектам, да, каким-то заводам, каким-то вот этим центрифугам будущим, ну, по инфраструктуре. Да. 78 человек вроде бы как погибло, и там 300 раненых. Ну, это неофициальные цифры, которые гуляют сегодня. Сколько сейчас, потому что непонятно. Сейчас удары тоже продолжаются. Там аэропорт горит в одном из городов. В общем, Израиль продолжает бить и говорит, что будут бить 14 дней. То есть 14 дней. Понятно, да, что там вся элита, я уже об этом говорил, и Нетаньяху, и президент Израиля, все встретились, собрались, говорят, израильтяне, готовьтесь, будут тяжелые времена, с полок сгребают все самое необходимое, имеется в виду продукты, какие-то, ну, вот эти запасы себе делают, понятно, что начинается такой военный хаос, но зачем это? CNN сегодня публикует материал о том, что как ни крути, но это все, чтобы поменять власть в Иране. Спецоперация Израиля против Ирана по смене власти. Так они публикуют. Причем абсолютно не важно, что говорит Трамп.
потому что он там сначала говорил, что у нас в воскресенье должны были быть переговоры, но теперь Израиль вроде как испортил, я этого не хотел, я хотел договориться мирно. И CNN сейчас свежее публикует сообщение о том, что Израиль ликвидировал, внимание, всех иранских переговорщиков, участвовавших в переговорах с США. Что мы имеем? Мы имеем ракету в резиденцию Хаменеи, ликвидированное высшее руководство плюс ученых. Мы имеем там, понятно, жертвы. Мы имеем поврежденное или вышедшее из строя ЗРК ПВО. Мы имеем, ну это тяжелейший, серьезный удар на самом деле. И ликвидированных переговорщиков. Это сказал сам Дональд Трамп, корреспондент CNN передал. Он сказал, люди, с которыми я имел дело, мертвы. Я уточнила, спрашивает корреспондент Дана Баш. Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры? Он ответил с сарказмом. Ну, они точно не от гриппа умерли или не от коронавируса. Вот это она включилась в эфир и вот так вот прокомментировала происходящее. То есть, если переговорщики погибли, то говорить получается не с кем. Ну как, есть, понятно, вертикали, там Хаменеи назначит новых, но есть ли вообще маневр для переговоров? Вот после того, что произошло. Очень сильно сомневаюсь. Очень сильно, серьезно, большие сомнения. А есть ли вообще повод поговорить после этого? И в этом моменте, вот это только с вами мы можем пошуметь, вот серьезно. Да, сегодня там Путин созвонился с Нетаньяху и с президентом Ирана, то есть Россия выступает как таким переговорщиком-миротворцем. Понятное дело, там со всеми все созваниваются. Нетаньяху вроде как этот борт свой перегнал в Грецию, и в Греции он находится, чтобы ненароком ничего не прилетело и никого не, ну, как бы не шлепнуло, таки борт потерять, да. Кто-то говорит наоборот, Нетаньяху сел в этот борт и улетел, его на самом деле нет в Израиле, все ожидают вот этого большого удара. Однако, ведь тут же главный момент, а где Уитков? Где Уитков? Официально назначенный переговорщик. Ну, это провал переговоров. Или цели и задачи ставились другие? Вот тут возникают большие вопросы. Если условно, как некоторые предполагают, конспирологически, что там большой визит Трампа по Ближнему Востоку, это вот, собственно, то, что предваряло такую развязку, это вот, мол, наоборот, в качестве поддержки, да, то это одно. А с другой стороны, простите, пожалуйста, так Витков, получается, не справился? Он же ответственный конкретно за этот регион. Пока ничего не сказал, но может скажет еще. Посмотрим. В общем, история интересная, история интригующая. Выходит, ну, как бы наше Министерство иностранных дел, ну, про него позже, но вот вывод из вот этого блока, мы, конечно, будем наблюдать, насколько сильным будет ответ и насколько сокрушительным будет удар Ирана по Израилю, насколько Израиль будет продолжать свои атаки, насколько это будет удаваться после того, что произошло сейчас. Кто за кого, здесь дело это не спорт. Здесь нужно понимать, что на кону очень большие процессы геополитические, потому что очень многое зависит от того, а что скажет Китай, да, а как Россия себя поведет, а кто в этом как бы ключе схватит пальму миротворца. Есть версия, что Трамп специально проводит с Ираном вот эту историю, которая называется «мир через силу». Вот это вот мы, в принципе, видим по его риторике. То есть всех переговорщиков убил, сам, так сказать, вышел, сказал, вот так вот, будет, давайте, у вас есть шанс, я вам даю второй шанс. Это вот так выглядит мир через силу. Мой вопрос, где Витков это провал, он имеет там второе дно. Виткофа убрали в сторону и включили то, что включили. Значит, есть какие-то силы, которые оказались
поближе к Дональду Федоровичу, нашептали ему на ухо, и он поступил так, как поступил. Демонстрируя мощь, силу, это, конечно, Израиль, это не мы, но мы, если что, конечно, да, мы будем защищать его как себя, потому что они союзники. Иран четко заявил, что США причастна к этому действию. Будет ли атаковать Иран объекты США? Вот тоже очень интересный момент. И что последует дальше? Что сможет сделать Трамп? Потому что, хуситы атакуют. Как атаковали, да? Он там убил каких-то в кружочек собравшихся хуситов и сказал, что я победил хуситов. В принципе, нечто подобное может произойти и с Ираном. Отбомбит Израиль по нему, плюс там союзники где-то помогут, покружат и скажут, я победил Иран. Все, я победитель. Так миротворца или военного победителя? Какие лавры нужны Трампу сейчас? Или как утром встанет? Как кто ближе окажется к уху и как в голову взбредет? Это сейчас самый интересный геополитический вопрос. А вообще у Трампа все хорошо, он готовит парад. Вот так вот, под музычку. Это репетиция. 14 числа, 14 это, да, завтра, да, в общем, у них будет парад. 79 лет Трампу исполняется день рождения, и дата там у американских сил. Ходят красиво, под музыку, репетируют. Они на своей волне. Как отреагировала Украина на все происходящее? Во-первых, параллели с паутиной и операцией Малюка Паутина вызвали много новых мемов. Малюк в Иране, и так далее, да, запускали дроны. На самом деле здесь все понятно, то есть это почерк спецслужб. Причем сказать, что это там чисто Моссад, может быть, хотя у Моссада в последнее время были очень серьезные проблемы. И кадровые, и идеологические, и в принципе большие проблемы были у Моссада. Поэтому, видимо, кто-то другой, да, тоже поучаствовал и помог. Кто-то такой, который взял этот ход, да, о том, что группы на территории противника, оттуда запускаются дроны. Причем так Украина, кстати, действовала давно на самом деле. Вот эти все загадочные беспилотники, одиночные, да, которые там где-то на севере, куда-то там в Мурманске пролетели или еще куда-то там чего-то поражали. Это было поодиночке, а тут просто концентрировано и много этих беспилотников по какому-то определенному объекту полетело. В общем, конечно, радость возникала. Радость и немножко тревоги. Тревоги за что? За то, что цена-то на нефть попрет, в случае чего, уже поперла. А, простите, наш Сибига с предложением, и вообще руководство, Сибига это министр иностранных дел, который говорит, что сейчас вообще в рамках 18-го пакета обсуждают там $60 потолок для российской нефти. Они хотят сделать 45. Сибига выходит и говорит, 30 давай, 30 давай. 30 это уже нереально. Да и 45 уже по большому счету нереально, как и 60. Потому что будет дороже в случае заварухи на Ближнем Востоке, если действительно все пойдет по такому эскалационному пути, причем длинному. Заметьте, израильтяне говорят, будем воевать, ждет длинная война, тяжелые времена. Хаминеи вышел в обращении, говорит, мы им вжарим, всыпем, это надолго, уничтожим режим. Вот так вот. Опять-таки этот красный флаг 4-й раз вывесил Иран над мечетью, флаг войны, да, мести кровной и так далее. Когда Сулеймани убивали, то там тоже вывесили, что-то отомстили, не так все было жутко. Сейчас будет серьезнее, потому что удар серьезнее. И наглее, что ли. Такой наглее. Что делает украинский МИД? Он выходит и говорит, понятно, он там за мир во всем мире, в общем, там эскалацию не допустить, потому что, в принципе, большая война на Ближнем Востоке Украине невыгодна. Поток вооружений, усилий, да и вообще фокус внимания, да, об Украине сейчас происходит черти шо в Украине в плане фронта, в плане там каких-то моментов. Меньше говорят. Приехал Писториус, сказал, не дам Тауруса, вроде как технологии какие-то будет давать, и в Украине чего-то будут клепать. Но это уже никого не триггерит. Важно другое, что все переключится туда.
К слову, Стармер и Макрон, те, которые природные союзники Украины, ну как они не природные, но имеется в виду последнего времени, из коалиции желающих, вот этот желающий Стармер и желающий Макрон, они поддержали Израиль прямо, сказали, что Израиль имеет право на защиту. Вот такая вот право на защиту. Вот такой подход. И они же поддерживают Зеленского. Америка вроде как в стороне, но сейчас Трамп выглядит таким политиком, который снимает сливки и, в общем, жар загребает чужими руками. Ему это, может, стоит каких-то железяк, да, или каких-то технологий, разведданных, советников, там чего-то кто скажет. Но по большому счету, ну, дело такое. Вот сейчас мне в частном канале пишут о том, что в эти минуты, вот прямо сейчас, Тель-Авив в огне, идет огненный дождь из иранских ракет. Это, так сказать, прямо сейчас. Прямо в эти минуты, это вот сообщают подписчики непосредственно. Да, значит, ПВО в небе над Ираном. Цахал говорит, что Иран запустил ракеты по Израилю. Собственно, все идет к тому, что да, огненный дождь. Огненный дождь, вот так это все выглядит вот сейчас. Вот таким вот образом. Ну, то есть, вы видите, сбивают ракеты, куча, конечно, зевак, все это снимается, есть определенное попадание. Ну, то есть, как вы видите, идет атака прямо сейчас, прямо в эти минуты. Прямо, так сказать, в прямом эфире. Вот. Так вот, вернемся к Сибиге. Он и Сибига, и МЗС ведет какую стратегическую линию? Сибига и МЗС ведут, значит, линию какого толка? Да, сейчас я просто... Да, есть маленькое уточнение. Да, достигли Тель-Авива и Иерусалима ракеты. Также в сети показали, из новостей, это прям свежее сейчас, также показали, собственно, мы видим, вторая волна ударов, да, иранских ударов по израильскому, ну, по Израилю, да, по городам, в общем, то есть то, что мы показывали, эти мультики, они вот примерно вот сейчас так и выглядят, да, удары идут по городам. Сибига ведет линию вместе с украинским МЗС, что это, мол, смотрите, треугольник вот этот, то есть Иран, Москва и Северная Корея. На Китай не рыпнулись, на Северную Корею сказали, вот это вот, мол, этот ось зла теперь вот выглядит вот так, и, мол, нельзя им дать как бы крылья расправить, потому что, смотрите, союзник Ирана Россия, союзник России Северная Корея, и вот это опасное ядерное государство, и Иран как бы тоже, в общем, нужно всем миром не допустить эскалации. Сибига также сделал заявление, очень интригующее в плане, ну как интригующее, оно по тональности на самом деле не очень, скажем так, интригует, но, в общем, он высказался о переговорах. Давайте его послушаем. Ми потребуємо таких перемовин, де приймаються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічі, який відбувся в Стамбулі, він звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. Значит, то есть то, что Стамбул, да, наш, он сошелся к уровню обменов, это как бы плохо. Нам не нужны переговоры, которые ничего не решают. Нам нужны встречи лидеров, то есть Путіна і Зеленського. Готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир'я, зупинення вогню. Країна продемонструвала, що ніколи не була, не є і не буде перешкодою для миру, для досягнення миру. Ми віддані мирним зусиллям. То есть он сколько раз говорит «мир, мир», «мы за мир», «мы для мира», Дональд Трамп.
не надо на нас бочку катить. Мы за мир, говорит Сибига. Маємо зусилля США, президента особисто Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року. Тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, взявши чи провівши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні. Ми були готові обговорювати Что? Что вы готовы были обсуждать? Вот он говорит, что готовы были обсуждать. субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Кто-то что-то понял? Мы готовы были обсуждать субстантивную тематику, чтобы приблизиться к миру. Зеленский 2 дня назад четко говорит, значит, территории я буду решать с Путиным, у моей делегации в Стамбуле полномочия только там гуманитарного характера, обмены телами и живыми, ну и все, в принципе, там дети, вот это, вот этим занимайтесь. То есть, вы понимаете, какая история? Зеленский дает, получается, директивы и полномочия делегации, ну вот эти, которые сидели напротив Мединского, смотрели ему в глаза, и он видел в них русских, и что они хотят быстрее закончить войну в форме военной, он об этом рассказывал в интервью. Но у них полномочия только поменяться телами, пленными. Сегодня, кстати, тоже 1200 человек передала Россия Украине, там тоже 27 что-то, да, взамен. Ну, в общем, передача тел продолжилась, из этих 6000 еще 1200. Ну, то есть Стамбул только для этого. Зеленский говорит, я так решил. И тут же украинский МИД говорит, вот смотрите, Стамбул ничего не решает. Какая-то шизофрения, что ли? Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Значит, россияне передали документ неадекватный. Зафиксируем этот момент. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляцію. Вот так вот. Риторика ультиматумов не изменена. Они требуют от нас капитуляцию. То есть вот такие вот переговоры. А мы приехали субстантивно обсуждать только без полномочий. Ну, там по территориям договариваться, по линиям, по разведению, по... Пленных приехали менять. Тому ми повинні тиснути, маю на увазі колективно, глобально на Росію, примусити їх до миру, підвищити ціну цієї агресії для росіян, запровадити жорсткі санкції. Передусім, це цінова стеля на російську нафту, яка є головним джерелом фактично фінансування цієї військової машини. Ми дуже сподіваємося. Ценова стеля – это ценовой потолок на нефть. О нефти я высказался выше, вы, наверное, слышали, да? Потолок $30. Это Сибига, ну, особенно на фоне сейчас вот бомбежек Тель-Авива, там новые кадры приходят оттуда и свежие сообщения. На фоне войны на Ближнем Востоке, конечно, $30 это потолок для російської нефті. Насильні рішення найближчим часом і на рівні Європейського Союзу це 18-й пакет. І дуже важливо, зокрема, що в цьому пакеті будуть положення щодо санкціонування Nord Stream. Це дуже важливо. Ми бачимо і розуміємо позицію наших європейських партнерів щодо цінової стелі на нафту. Ми працюємо далі з ними, обмінюємося, ми даємо свої думки, що найбільш руйнівне зараз для російської економіки, і наші партнери чують, і ми покладаємо великі сподівання на майбутню зустріч G7, яка також має прийняти відповідні рішення щодо санкціонування росіян, і також очікуємо сильних рішень щодо заморожених активів. Це справедлива вимога, агресор повинен платити за свою агресію. Агрессор должен платить за свою агрессию. Партнеры нам помогут, все будет хорошо. В общем, субстантивно были готовы, но Россия, как бы неприемлемые условия, требует капитуляции. Вот, собственно, что сказал Сибига. Если честно, это мое личное впечатление. Никого ни в чем не призываю. Действительно, там считалось, что он какой-никакой. Но когда молчит и сурово смотрит, особенно, помните, показывал я в шуме, как он сурово смотрел на Эрдогана, когда они приехали в Астану ждать Путина. Вышиванки такой, вышиванка.
Но вот когда он пытается пояснить позицию, как-то, ну, как, не знаю, как-то, ну, не убеждает он в том, в правильности пути. Ну, это вкусовщина, конечно, не подумайте ничего. То есть это я. Напишите, что думаете вы в комментариях. То есть фактически Стамбул не нужен. Оно-то и понятно, что нам не нужен Стамбул, переговорная площадка, без каких-либо решений. Потому что решения все не в пользу Украины. 1200 тел, 1212 тел, обмены, да, когда там... Нет, обмены это всегда хорошо, когда там дома приезжают, ну то есть обмены, число не называется. То есть многие задаются вопросом, а почему число не называется, в чем страшная тайна? В Стамбуле говорили, там 1200 человек поменяют. Имеется в виду вот этих тяжело раненых, ну бойцов, которые там постарше, помоложе, молодых бойцов, да, то есть, ну, а число не называется. Там тоже, наверное, какой-то перекос. Или равное количество. Координационный штаб не сообщил нам во время последних обменов вот это число. Тоже ведь не просто так. Да, друзья, значит, ну, в общем, давайте следим за Израилем. В общем, Иран назвал свою операцию против Израиля «суровое наказание». 50 из первых 100 Израиль баллистических ракет сбил. ПВО «Железный купол» не смогло сдержать массированный удар. Предварительно удары фиксировались не менее в 7 районах центра страны. Ну и праздник, вот видите, митинг-концерт в Тегеране, в Иране празднуют, что... Ну, тоже как-то странно, чуть-чуть празднуют. Пропустили прошлой ночью удар, а этой ночью наносят ответ и празднуют. Ну и ситуация в Тель-Авиве тоже, понятно, много ракет, много взрывов. Это вот так, по крайней мере, выглядит по состоянию на сейчас. То есть мы понимаем, что Украина может выйти из этих переговоров, как таких, которые не состоялись. Почему? Потому что нет встречи Путина и Зеленского. Понятное дело, в одностороннем порядке неясно, как это все развидеть, но план Кита Келлога, озвученный вчера, который говорит, давайте остановимся там, где есть, тоже не особенно работает. Потому что так все посмотрели на него, покрутили у виска, мол, он почитал один план, второй, и Америка вроде как предлагает третий, а давайте все остановим, просто остановим и все, просто спрячемся в норку. Уже не получится. Уже много денег на это завязано, уже много обязательств на этот счет. Ну, по поводу обязательств, очередной подарок от Урсулы фон дер Ляйен. Ну, это не подарок, это помощь. Ну, так они называют. Причем Европа дает в кредит. Да? Урсула фон дер Ляйен пишет. Сегодня мы выделяем Украине новый миллиард евро. С момента полномасштабного вторжения общая сумма нашей поддержки достигла в 150 миллиардов. Почти. Мы с Украиной надолго, пишет Урсула фон дер Ляйен. То есть все готовы воевать долго. А если что-то обсуждать, ну вот, например, в Стамбуле, то только что разве что вот эти субстантивные решения. Да, конечно, в Израиле прямо сейчас очень и очень жарко. Бьют ракеты, очень, очень тяжелые удары по Израилю. Ну, извините, что так перескакиваю, потому что, ну вот, на самом деле, там действительно ад, и не просто так об этом пишут подписчики. Прямо сейчас Тель-Авив в огне, железный купол, как говорил Димура, да, вчера во время атаки. Это вот, ну, не хочется, конечно, да, вот повторять это, ну, это же классика уже стала. Такая, как он выразился, это железная кипа, да, получается. Получается железная кипа. Вот такие разрушения, развал, дом развален, там машины, о жертвах пока еще не сообщается, слишком рано. И вот так выглядит, да, вот этот, ну, вот сам по себе удар. Очень, очень массированный.
такой фейерверк. То есть сразу, видите, 2 ракеты в одну цель, оттуда вылетает этот железный купол, что-то пытается поразить, но бомбардировка действительно такая, наотмашь. Наотмашь. Ну и еще сообщают, что следующая Хайфа. Хайфу тоже бомбят прямо сейчас. Ну и вот эти вот удары по Израилю сейчас расходятся во всех пабликах. Вот так, вот с такой плотностью идет удар, как мы видим. Ну, то есть почти вот так, как на вот этом мультике, да. Вот этом мультике, который представили, промо-ролике, который представили сегодня днем. Да. Ну, в общем, продолжим. Продолжим по поводу Украины, по поводу поддержки. То есть миллиард и почти 150 миллиардов выделили мы с Украиной надолго. Мне вот интересно, а Латвия это Европа, интересно, и насколько это надолго? Целый скандал, который, кстати, я попрошу его прям отдельно, прокомментируйте в комментариях или в чате, если хотите. Это ситуация в Черниговской области. Там, ну, собственно, латвийцы подарили многодетной семье дом. Торжественно вручили, местная власть забрала ключи, и в дом не может попасть теперь многодетная сім'я. Об этом от розказують місцеві блогери. Друзі, такого дна ще не було. Прем'єр-міністр Латвії у 2024 році подарувала ось цей чудовий будиночок багатодітній родині, яка залишилась під час війни без житла. Були присутні Чаус В'ячеслав, Олена Швидка та інші мародери. Того ж дня Чаус В'ячеслав з Оленою Швидкою забрали ключі від цього подарованого латвійцями будинку. Прем'єр-міністр Латвії у 2024 році подарував цей будинок моїм дітям. В той же день місцева влада, чернігівська місцева влада, відібрала в нас ключі і відвезла нас в модульне містечко. Ну, так вот. Подарили тебе в моду, хорошо, показали, шоу устроили перед латвийскими представителями. Ну, домик не из дорогих, но как бы домик, не модульный, но домик. Просто там возводится, но тем не менее, да, хоть плюс-минус что-то путнее. Мы видим там разные детки, и постарше, и помладше, многодетная семья, наверное, приемная по большей части. Ну и, в общем, как бы, да, ну, вот, поддержали. Но ключи не дали. Досі ми там проживаємо. Ну, такого я ще не бачив. Родина дуже розлючена. Діти в розпачі, тому що кожен із цих дітей обрав собі кімнату. І вже планували в ньому життя. Ну вот, планировали. Ну а что тут планировать? Там фронт недалеко. Чего тут добру пропадать? Не дали ключи, забрали. Это интересно, вот тоже, наверное, входит в этот миллиард поддержки. Ну а почему бы нет? Вот этот домик. Домик же как бы за европейские деньги. Конечно, за европейские, латвийские. Латвийцы вон подарили. Европа нас поддерживает. А как это на местах происходит? Вот примерно вот так же. Поэтому вот когда Урсула фон дер Ляйен говорит, мы 150 миллиардов потратили, а где по факту эти деньги, Урсула? Где они? Кто может дать отчет? Зеленский? Местная власть? Я почему так говорю? Все скажут, ну это же на войну, шелест. Не, там не только на войну, там и для поддержания штанов, и бюджет, и поддержка прямая, и там гуманитарная, все они туда вписывают. По хорошей накладной вписывают. Но, тем не менее, вот такая вот история. Напишите, что думаете по поводу этой истории, как вот местная власть распорядилась, ну, так сказать, непосредственно судьбой вот этой многодетной семьи. Вот так вот, в принципе, такое вот такая история. Кстати, по поводу Чернигова, он сегодня отметился не только этим. Сегодня Чернигов отметился еще вот такой очень интересной инновацией. Ну, раз про деньги все, да, давайте про деньги продолжим. Ну, вот, пожалуйста.
Это Суспильное передает. Один из домов. Чернигов. Это область была, это Чернигов, областной центр. Значит, в четверг, 12 числа, в 19:40 состоится собрание жильцов. Надо обсудить вопрос актуальный, скажем так, со старшим дома. Предложение для финансирования улучшения санитарных условий при пребывании в подвальном помещении установить для других граждан вход платный 5 гривен. Их нужно провести работы в 2025 году для улучшения условий, территории. В общем, нужно собирать по 5 гривен для того, чтобы пройти в убежище. То есть вы понимаете, насколько все вообще меняется, картина мира. То есть 5 гривен с тебя. Так тревога, а вдруг сейчас шахеды летят. Чернигов тоже обстреливали недавно. Не, 5 орик заплати. Как в туалет, ей-богу. 5 гривен заплатил, спустился. Нет, стой там. Или отдашь потом 10 во время следующей тревоги. И этим людям европейцы дают 150 миллиардов, и сегодня еще 1 миллиард выделили, понимаете? Вот этим людям. Так что власть, конечно, хороша, но люди тоже нормальные. Кто-то что придумал. Скандал же жуткий. Представляете, в укрытие, чтобы по 5 гривен. Или вот этот законопроект про школьников, в бомбоубежищах только по-украински. Русскоязычным геть. До маразма доходит по всей стране. Но тайна, по-моему, раскрыта. Тайна, как это правильно сказать? Тайна вот этого ужаса, который вокруг Украины, вот этой разрухи в головах. Проблема заключается в том, что на самом деле о войне Зеленскому врут военные. Волонтер, попавшая в скандал недавно, достаточно крупный, которая расписала. В принципе, она говорит, что эта информация есть везде, но она вот именно подала ее в сжатом, таком, чуть ли не доковском документе, онлайн-документе, где можно перейти и все прочитать, все производители дронов. Потом с СБУ вроде как общалась. Пообщалась, ничего страшного. Выходит дальше. Берлинская раздавать интервью. Говорит, президенту просто врут о том, что на войне происходит. Мені здається, основна проблема, Севгіль, це зараз прозвучить, напевне, дуже зухвало з мого боку. І, можливо, мені потім за це прилетить. Давай уже. Слушай, прилетело в том же Чернигове в эту выставку дронов по центру города. Ужас, конечно. Там дети, вот это все, люди погибли. Это историю, которую я вспомнил по поводу этих предприятий, которые она выложила в доступе. Прилети, а тут что тебе там сейчас прилетит? Скажи эту крамолу вже. Але я все ж таки це скажу. Основна, мені здається, проблема полягає в тому, спілкуючись з кількома людьми, які ходять на ставку, Формулировка. Нравится вам? Общаясь с несколькими людьми, которые ходят на ставку. Не, понятно, что она не может сказать, кого конкретно. Скажи, с генералами, с военнослужащими. Вообще вот это ходят на ставку. Вообще очень точное выражение. Это какое-то ходят на продленку, например, ходят в магазин, или ходят в спортзал. Они на ставку приходят как в спортзал. Пришли на ставку, Зеленский подтянулся 12-15 раз, все, разошлись. То есть, ходят на ставку, это означает, что они не принимают никаких решений. Они их тупо, голосуют и утверждают. То есть, смысл ставки, это все проистекает из ее такой проброшенной формулировки, потому что она думает о другом, как бы ей не прилетело, а говорит то, что получается, то, как есть.
Ну да ладно, давай крамолу уже. Намагаючись скласти там картину з різних сторін, що є паралельна Волнуется, запыхалась. реальність, яку намагаються донести президенту. Тобто основна історія полягає в тому, що є вертикаль обману. І вона йде вгору, і чим вище, тим більше бояться високі керівники говорити правду, що відбувається. Починаючи від того, де на карті насправді наші позиції, реально. І тому посилають людей начебто на нашу територію, насправді там вже давно не наша територія. Ну, то есть карта фронта. И говорит, ты где? Ну, вот там. Передовая. Шуруйте туда. Ну, и собрались, шуруют. А там никого нет. Вообще к этим картам все больше и больше вопросов приходит. Реально, по факту, сколько таких вот мест, отмеченных на карте, где там вроде как есть украинские опорники. Вот эти опорники, кстати, показывали, да, вот в 23 году ездил Зеленский с умным видом, опорник держит круговую оборону, а там нет никого, там уже давно никого нет. Они приезжают, не успели разложиться, уже в бой. Хотя там должны быть, ну, условно, свои, и там и какое-то время что-то там должны сдерживать, прикрывать. Не, никто не прикрывает. Врут. Вертикаль лжи называет это берлинская. От і закінчуючи успіхами в виробництві зброї, дронів, значить там якимось реформах оборонного сектору і так далі. Тобто часто президенту на стіл, з того, що я чую, я не була ніколи на цих там зустрічах, але з того, що я чую від різних учасників, ставлять те, що називається на стіл, якісь паралельну реальність, якісь презентації, мультики, де намагаються фантазію видати за реальність для того, щоб тільки тому, що бояться сказати йому правду. І від цього страху, страху взяти відповідальність і сказати правду, якщо в тебе на столі нерелевантні дані, починається прийняття нерелевантних рішень. Тобто назад йде вже нерелевантні накази, рішення і так далі. І це насправді через це загинуло там десятки тисяч людей. Ми знаємо наші операції, да, де ми просто сточували людей, посилаючи там батальйон за батальйоном, а нагору доповідалося, що там все чудово. Але це не тільки по конкретно лінії фронту, це по всьому. Це по звітування по мобілізаційній політиці, це по лініям оборони, та, і як ми їх будуємо. Це по тому, що ми виробляємо, як на підприємствах Укроборонпрому. Це по тому, які в нас йдуть переговори з партнерами там, і контракти про якісь спільні виробництва. Це по всьому. Яка паралельна реальність. Параллельная реальность. По факту одно, а так вообще другое. Ну, берлинская выдает базу. Говорит, все построено на том лжи. Одна сплошная ложь. Поэтому и получается, как получается. Кстати, очень интересно, мы в прямом эфире, поэтому я так, видите, перебрасываю туда. Сейчас идет обстрел. Объявили о том, что идет третий залп ракет Ирана по Тель-Авиву, по Израилю. Третий сейчас. Причем показывают кадры. Мы частично вот смотрели только что. Ну, ПВО в городе. Этот железный купол работает в городе. Ну, как летит, сбила, не сбила. Прям в центре, между небоскребов стоит и там, как говорится, шарашит. Так что, видите как. Нас долго говорили, Украина, это Израиль. Ну, тоже среди домов, кварталов стоит ПВО и запускает вот эти ракеты. 20 тысяч, да, как там Зеленский говорит. Ну, это мы отвлечемся, давайте все-таки дослушаем берлинскую. То есть, ну, хорошо, и что делать? І брехня потім відкривається. Мені говорили, що президент там ловив, коли там на брехні, да, тобто починалися якісь міри, але був втрачений час. Тобто починалися якісь жорсткі відповіді на це. Але... То есть, смотрите, президент... Не-не-не, он кого-то ловил на вранье. И потом там жестко с ними. Но время упущено. Ну, від того, що за цей час хтось збрехав і загинуло там півбригади, і півбригади поранено, це вже не повернеш. От ми втратили людей, повторюсь, і це зараз найважливіший фактор. Зараз ми настільки повинні змінити мобілізаційну політику і при цьому почати рухатися в історію про мобілізацію, рекрутинг іноземців, що Росія робить кожен місяць, рекрутуючи по 3-4-5 тисяч іноземців, фрахтуючи літаки, завозячи їх там з країн Африки, з Колумбії і так далі. Ми цього не робимо. Ми ж... Ну, ми трохи робимо, насправді. Ну, да, є бригади, де є Ми дуже робимо багато сотнями. колумбійців.
включилась вот эта украинская, вот, не, ну мы делаем, конечно, мы делаем, колумбийцы, он, смотрите, этот Бутусов собирает донаты на колумбийцев, на зарплату колумбийцам, там, снарягу и билеты. Мы делаем, конечно, да. То есть она сидит, говорит, нам надо делать как Россия. Рекрутинг, ну то есть платить хорошие деньги, привлекать иностранцев, привлекать своих. Не вот эту мобилизацию. Рекрутинг, говорит, надо. Ну, рекрутинг у нас, конечно, на высоте. Вот выходит нардеп Евтушок. И говорит очень интересные вещи в эфире украинского телевидения. Значит, -1 год от возраста мобилизации. Вот сейчас там 25, да? Вот 24 это плюс 100 тысяч человек. От така математика. Ми точно не будемо читати у цій студії новини про те, що парламент ухвалив закон про мобілізацію 18-річних. І ваша особиста позиція з цього приводу? Ну, значит, спрашивают его. Вообще, вы будете, ну, это 100% не будет этого? Или есть варианты? Ну, у политика всегда есть варианты. Ну, по-перше, дуже добре, що президент визнає, що є проблеми в цьому законі і в цьому процесі. По-друге, я ще раз повторюю, потрібно захищати країну однозначно, і потрібно було робити і завжди. То есть президент молодец, что поднимает этот вопрос. Это по поводу реакции, когда он говорит о том, что как бы это Подоляк. Это он, не он говорил, а Подоляк говорил, президент не пойдет на мобилизацию 18-летних, не пойдет. А партнеры, которые санкции хотят ввести, или там, мы требуем у партнеров ввести санкции. Мы, украинцы, требуем у других стран санкции против России. А нам ставят условия, тогда 18-летних мобилизуйте. Ну вот так, да? Президент, короче, молодец, держится. Первое. Второе. Надо защищать страну. Что, нормальный политик. І треба буде, то всі підуть її захищати. І по-третє, ну, Все пойдут, если надо. Потужно. ми, як політична сила, намагалися навіть в діючому законі про мобілізацію зберегти позицію про 27 років, а не 25 для можливості мобілізації. Зараз напряму таких вимог немає від наших партнерів, проте лунають в кулуарах розмови, що, мовляв, якраз наші партнери вимагають мобілізації від 18 років. На що Не в кулуарах. Это об этом президент сказал. Это не в кулуарах. Публично в интервью сказал. поки президент не дає згоду, відповідно, і вся більшість, і вся влада сформована по вертикалі, включаючи монобільшість в парламенті, навіть не розглядається питання. Як, в принципі, розраховують, наскільки мені відомо, в оборонних органах, тобто і комітети Міноборони, Генштаб, ці цифри. Кожен рік 100 тисяч, 25 років, якщо змінюється на мобілізаційний вік 24 роки, плюс 100 тисяч, так обраховують в комітеті Генштабі. І тоді ще раз повторю, я не просто сказав, що тоді був авторитетний тиск при голосуванні про мобілізацію, тоді дві людини, де їх дослуховувались, а в парламенті це був Гланком Залужний і Шаптала Тірнегерша. Пане Сергію, за вашою логікою, якщо... Значит, его тут прерывают, потому что он начал крамольные вещи говорить. Они хотели сохранить 27. Депутаты все, давайте, не все, вот там конкретно, Евтушок, да, 27. Тогда пришел Залужный, а мы помним это, Залужный, Шаптала, бывшие, их уже нет. Один в Лондоне, другой на пенсии по ВЛК, списанные все хорошо у них. То есть, генералы туда, на покой. И они говорят, что нам очень нужно, давайте до 25, давайте 25, окей. Каждый год это плюс 100 тысяч солдат. Вот так они считают. И поэтому депутаты повелись, тогда были очень авторитетные. И вот на фразе «а сейчас», вот с этими проблемами на фронте, совсем на свете, сейчас что? Его прерывают уточняющим вопросом. Что, в принципе, он промямлил, конечно, даже четко сказал, по поводу того, що год – це 100 тисяч. Зараз з 25-18 зроблять, це плюс 700 тисяч одномоментно, чи як виходить?
кожен рік 100 тисяч, так. Ну, короче, если сейчас вот с 25 до 18 опустить, это получится плюс 700 тысяч. Ну, идиотская математика. Ну, говорит, ну да, да. 700 тысяч. 700 тысяч. Представляете, какая математика у Генштаба? И вообще речь пошла уже о том, ну, помните, да, слышали же Сибику, мы за мир, мы хотим мира, справедливого мира, сейчас все будет, а Россия против, они нам, а мы хотим мира. Ну вот, в принципе, вот так, да. 1 год 100 тысяч. А готовиться, один тут военный порадовал, надо прям с 10 лет. Не на один день, це не спринт, це такий довгий марафон. І я думаю, потрібно грати вдовго. А грати вдовго можна за рахунок То есть он сидит в студии, в шартанах, теребит бровку, это там признак высокого интеллектуала, да, и говорит о том, что надо играть в долгую. Это долгая история. молоді, навчаючи там умовно сьогоднішніх 10-літніх, 12-15-літніх дітей, да, вкладати їм Интересно, она рожавшая, вот эта, которая его слушает, и сколько лет ребенку? Она так смотрит, надо 10-летних, 12-летних, 15-летних всех готовить. И она смотрит на него. Или о чем она думает? Или о чем она тут? О рафно-миндальном она думает, интересно, да? После этой записи, что она пойдет попьет. Вот просто вот интересно, сидит напротив него женщина и говорит, 10-летних надо... Сидит, он щупает бровь, а это на него смотрит. цінності, і вже там через, умовно, там, да, дитині, якій сьогодні 14 років, через 4 роки вона з правильними цінностями зможе мобілізуватись добровільно до війська. Тобто вкладати в майбутнє, вкладати в дітей. Вкладати в детей, ну, вкладывать в детей что? То есть, вот надо с ними работать, вот это вот все, да, работать там, да, а потом они добровольно пойдут сами. Надо вкладывать в них. Вкладывать что? Смерть вкладывать? Готовить с 10 лет к войне, к смерти, к противостоянию? Нет, скажут, к защите Родине, к правильным ценностям. Ну, это как Зеленский, да, выдал в интервью Бильду, кажется, да, о том, что спрашивают там, а вот ваш сын. А он говорит, да, у меня сын 12 лет, он еще маленький для войны, но через 6 лет, возможно, и нашу семью Зеленских вот это коснется. Ну, типа мобилизация. То есть они, понимаете, в чем дело? Они вот это действительно, я в шоке, они вот в это верят. 10-летних готовить. А параллельно с 10-летними, то есть этих готовить, а других закапывать. Уникальнейшая история сегодня, видео разошлось в Кривом Рогу, родном городе президента. Дивіться, 2 дедушки, блін, яким по 60, по 70 лет, блін. Пакують, блядь, 15 чоловік, пакують, блядь, 2 дедов. Вот так вот у нас получается, да? Значит, вот она стоит, снимает с окна, да, смотрит, а там, он говорит, по 60 лет, ну, может, не по 60 лет, ну, вы, короче, взрослые мужики. Ну, такие, достаточно. Ну, и вот они собрались, вот, смотрите, раз, там, 2 машина, 3, ну, и, так сказать, пакуют. Ну что, личико покажите, пожалуйста. Ну ничего страшного, у нас есть другие. 2 дедов, блин, 2 дедов, я в шоке просто, ну. Бригада, блядь, 2 дедов пакует. Ну ничего страшного, ваши личики уже заснялись. Хуёвый КР, здравствуй. Да, ну, это там какой-то КР, это Телеграм имеется в виду, да. Ну, плохой Кривой Рог, давайте так скажем, да, потому что ругаются там за выражение. Ну, то есть, вот они собрались. Понятно, что они их не будут давать им отпор, эти мужики. Но вот с окна покричать какой-то там еще на фоне, да, там какой-то борзый может, поматюкать их там. Ну, он, понятное дело, тоже не уступится, страшно всем. Но вы же видите, как любят ТЦКшников в родном городе президента Кривом Рогу? Ну, так вот.
Вообще вот эта история о том, что давайте все мобилизоваться, давайте всех побольше, это не только в Украине. Этим грешат и в России. Ну вот, так сказать, лицо Курской обороны Российской Федерации. Ну почему лицо? Потому что он там включался часто. По-разному относятся и к фигуре, и к кадыровцам. Ну, по-разному. Ну, вот Апти Алаудинов, да, это тот, который от Кадырова. Да, вот это. Ахмат, да, по-моему, называется. Батальон или как-то подразделение. В общем, батальон. Говорит тоже, надо под ружье. 500 тысяч, лучше миллион. Я считаю, конечно, это мое личное мнение, что нам надо объявлять мобилизацию. Нам надо готовить заранее минимум 500 тысяч, а так реально 1 миллион человек призвать и начать их готовить. Готовить их к тому, что уже началась война, которую мы-то и так знаем, что она идет, Третья мировая война, но она уже обрела новые виток и новые обороты. И для того, чтобы никто не вздумал с нами вот так играться, как поигрались со всеми государствами, теперь уже и с Ираном, поверьте мне, нам надо всем все-таки сплотиться на всех наших уровнях. Сплотиться надо на всех наших уровнях, говорит, надо 1 миллион человек. Еще призвать, еще. Ну, смотрите, объективно говоря, с Россией уже тоже так поиграли, как с Ираном. То есть, да, не ракеты, но диверсии, дроны, то есть это все уже идет 4-й год. Ну, объективно. Но как это может решить плюс 1 миллион человек в армии, вот тут вопросы. Серьезные вопросы. Ну, для того, чтобы что? Для того, чтобы там отодвинуть или как границы, или там захватить всю Украину. Ну, в общем, градус эскалации растет, градус риторики растет тоже. Вот, собственно, к чему мы пришли этим летом. И это вот во время, ну, так сказать, да, вот этой вот летней кампании. На фронте, конечно, ну, будем откровенны, на фронте такая неразбериха. Неразбериха, прежде всего, которая касается Днепропетровской области сегодня. В чем неразбериха? В том, что до конца, до путя никто не может понять, так а что ж там в этой Днепропетровской области? Есть дело, есть чего, нет чего. Вот она, вот эта граница, да, вот зеленое поле, вот, да, вот здесь. Комар тоже, да, то есть вот здесь идет граница. Ничего, да, не показывает, что перешли эту границу, и Хортица там, оперативное направление Хортица, вот здесь удачное, вот мы видим, вот здесь Котляровка, и здесь вот четко по границе заканчивается карта Deep State. Но Нью-Йорк Таймс сегодня вышел такой с материалом очень таким серьезным, большим, о том, что там уже прям по 3 направлениям уже Днепропетровской области. Это пока опровергают. Насколько там через несколько дней это окажется правда, сказать максимально сложно. Сегодня день Малиновки на самом деле, потому что вот Малиновка, Полтавка, да, вот Покровская. Ну, это район Гуляй-Поля, да, вот здесь. В Малиновке сегодня зафиксировали продвижение в самом населенном пункте. Еще в одной Малиновке сегодня зафиксировали продвижение. Это район Мирнограда, да, вот здесь Мирноград, вот она Малиновка. То есть здесь достаточно такой большой кусок серой зоны, ну, то, что называют Deep State серой зоной. Новоэкономическая, ну это в принципе Мирноград, это вот здесь, да, на Донбассе. Достаточно большие куски как бы меняются. Ну то есть вот так меняется, например, карта за сутки, вот так раз. Да, вот так вот за там несколько дней. Ну и тоже фиксируют
Яблуневку. Ну, это Константиновское направление. Вот здесь тоже есть продвижение, где стрелочка на Степановку. То есть Константиновку охватывают, вы видите, с одной стороны и с другой. Примечательно, что также сегодня есть движение в Сумской области. Юнаковка уже вся в серой зоне, там не просто бои. Яблуневка, вот она. То есть еще одна Яблуневка. И тут уже с этой стороны примерно такое же расстояние от Сум, как и вот здесь. То есть все приближается к Сумам. Вчера во время вечернего обращения Зеленский заявил, что теснят россиян с Сумского направления. Теснят, вытесняют. И Курская операция идет возле Теткина. Но это как бы было вчера, уже все, наверное, все забыли. Так а что сегодня? О парадоксе. Почему мы вот так вот идем синхронно, и условно там наши ястребы говорят о том, что нужно там всех с 10 лет мобилизовать, россияне говорят о миллионе, ну вот конкретно, да, Алаудинов. Потому что это выгодно, это им нужно. Но по сути, даже к такому, ну условно там, проукраинскому, я не помню, с Народного фронта он или от Порошенко был. Ну, был когда-то в правительстве вице-премьером или министром по соцвопросам. Нет, вице-премьером по соцвопросам. Павло Розенко был такой политик. Он так и говорит, что мы вообще можем превратиться в мини-Россию, і сюди вообще ніхто не захоче возвращатися. Завжди казав, що дуже прикро, знаєте, і я дуже не хочу, щоб раптом в боротьбі з Росією не вийшло так, що борючись з цим вселенським злом, те, що ми говоримо, от Росія в цьому розумінні і тоталітаризму, і автократії, і відсутності свободи слова, свободи думки, і політичними переслідуваннями, щоб у боротьбі проти цього зла ми не помітили, як поступово ми перетворюємося в таку міні-собі Росію. Розумієте, тут в Україні, коли у нас стирається грань того, що сприйнятності корупціонерів, що типа, та слухайте, тут головне зараз вистояти, а потім ми розберемося. Та давайте, от не будемо їх критикувати, потім після війни розберемося. Да не буде після війни. Після війни буде те, про що ви сказали на початку нашої розмови. Подивіться, я не брешу. Що закінчиться війна, відкриються кордони, і люди скажуть, ні, вибачте, ми не хочемо в цій країні жити. Ну, узагальнювати не будемо, але люди деякі точно скажуть. Ну, подивіться, да, тому що у людей стоїть вибір. Або жити в системі, де придушена свобода, в широкому розумінні цього слова. Так, тому що, якщо ми будемо розбирати, ми зараз торкнулися тільки одного фактору свободи слова, а ми, якщо побачимо, що робиться в економіці, яка свобода економіки, да? Ми ж там побачимо ті ж самі натяки на ту систему, яка сьогодні працює в Росії. Там побачимо, в соціальній сфері теж побачимо. І люди це все бачать і кажуть, ні, слухайте, ми проти цього боролися, і ми не хочемо в цьому жити, коли у нас є вибір і можливість жити в цивілізованому, відкритому світі, де явно, ну, об'єктивно, де вищий рівень життя. Ну, понятное дело, что он говорит мини-Россию, ну, потому что также понятнее доносить свои мысли, что Россия это враг, в России все плохо. Но, тем не менее, какая разница получается, да? Ну, какая разница? Свобода, вы там рассказывали, что в России нет свободы. Но вот в Украине давайте посмотрим на уровень свободы. Вот Розенко прозрел, вот это вот начинает, говорит, а жить как тут? Да не надо тут жить. Надо с 10 лет идти, готовиться воевать, чтобы добровольцем пойти. Ну вот так. Ну вот как-то так. Приходят очередные новости с Ближнего Востока, конкретно с Израиля. В общем, пустили, значит, там проблемы со светом, да, о том, что, ну, вроде как нет проблем со светом, там поражают ПВО, поражают разные объекты, 150 ракет насчитали уже, там 3 залпа по 50 ракет по Израилю выпустил Иран. И очень интересно, публикует Shia News, что Иран наносит удары
по ядерному реактору в Димоне. Удар по ядерному реактору. Причем сообщается, что есть угроза ядерной катастрофы. Значит, подтвердится, не подтвердится, непонятно сейчас информация, но вроде как ядерный объект в городе Димон поражен. И взаимный вот обмен ударами по ядерным объектам может привести вообще к катастрофическим последствиям. Ну и Гросси сообщил, что в Натанзе, это тот, который показывал я в самом начале шума, там внутри ядерных объектов есть и химическое, и радиологическое загрязнение и заражение. То есть не факт, что кто-то будет применять вообще ядерное оружие. Могут поражаться ядерные объекты. И, соответственно, катастрофа. Земля становится непригодна, опасно, радиация. Люди что будут делать? Уходить. В Израиле, в Иране, если будут взаимные такие удары на уничтожение. Но я не знаю, никто уже, наверное, ни у кого язык не повернется после таких новостей. Я не хочу, чтобы они подтверждались. Правда, потому что это означает действительно большую беду. Но давайте откровенно, ни у кого язык не повернется теперь сказать, что ответ Ирана был какой-то такой бутафорский, ну такой какой-то так, нам на полшишечки, так вот, чтобы показать, что мы вроде как да, а сами потом прогнемся, поклонимся Трампу. А что будет делать Трамп? А тут уже все испытали. Кто пришел ласковый, тому-то как бы врубили, все. А кто дает отпор Трампу, он с ним начинает по-другому уже говорить. Я думаю, что этот удар это тоже как бы признак того, что Трамп будет продолжать говорить с Ираном, но по-другому. Плюс очень интересный был звонок Путину, да, то есть, ну, посмотрим, насколько это продолжится. Да. Может, действительно здесь очень много пропаганды с одной стороны, с другой стороны. Нам же как вообще писал Бильд, что Иран ослеп, у них на этот ответ сегодняшний нет ни ракет, ни сил, ни возможностей, ничего. То есть все, ну, то есть удар Израиль нанес такой силы, что все, Иран обезоружен, небо у него не защищено, все у него не защищено. И ответа, мол, никакого не будет. Если будет, то так, для проформы, так чуть-чуть побросают ракетами. А когда речь идет о том, что ракеты вот эти летят по ядерным объектам, идет утечка, выбросы и беда, ну это уже совсем другая история. Да, это все в прямом эфире. Параллельно с этим сегодня пришли новости. В общем, россияне показали, как они испытывают лазерное оружие в борьбе с дронами. Причем интересно, что, ну, то есть смысл понятен. Лазер, там, захват цели, они его там точечно или какими-то там пучками этого лазера поражают, беспилотник загорается, теряет, ну, скажем так, свою направляющую. Это вот обломки показывают, как вот они, это, видимо, куда попадал этот лазер, там, да, вот прожаренные, поджаренные крылья, поджаренные элементы, и, собственно, он падает. Вот так выглядит цель захвата, вот и в ночное время, в дневное время, то есть видят, раз, и вот идет вот это поражение. Точечное, раз, прожигает там какую-то часть фюзеляжную, и этот условный дрон самолетного типа, он как бы падает, ну там уже куда упадет, понятно. Да, то есть задача сбить дрон, чтобы он не прилетел туда, куда он там, собственно, намеревался пойти. Но тут же тоже такой момент, очень важный. Я же помню, как нам рассказывали про британский лазер, помните? А потом военнослужащие, причем давненько так было, пару месяцев назад, выходили, прям говорили, смотрите, это классная штука, вот у нас на вооружении есть лазер, и мы вот с лазером. А потом заглохла эта тема, и никто этот лазер больше не видел. А тут россияне это открыто показывают, смотрите, мы испытываем, вот испытание, вот так вот он работает, так себя ведет. Если он точен, если он, ну, как бы там, система наведения, если все, тут есть же вариант поставить его, чтобы сбивать дроны над полем, а не над городами.
Потому что в Израиле этой ночью, что по Украине, все сбивается над городами, ПВО прячется между домов или в каких-то таких, может быть, промзонах. Ну, промзоны сейчас отрабатываются тоже на раз. Ну, вот каким-то образом так маскируются где-то рядышком. И, соответственно, дрон, сбитый разным ПВО, да, он падает. Я в прошлом шуме показывал Флэша, он говорит, что, ребята, будьте бдительны, потому что там такие огромные, ну, патроны, пулеметы большого калибра, и пуля летит бог знает куда, и может вам прилететь, ну, вот там, по параболе, там, куда-нибудь упасть, встрять в асфальт или поразить дом, поразить там машину, человека может убить. Ну, случайность такая от этой пули. Поэтому во время тревоги всем надо прятаться. Еще одна, ну, я очень надеюсь, что развязывается ситуация. Буквально во время нашего эфира попадалась мне новость о том, что развязали эту ситуацию, разрешили ее. Это ситуация с водой в Одессе. 2 суток. Ну, одни говорят, что это после прилета, попадания опять-таки каких-то обломков, в общем, перебило водопровод. Другие говорят, да не перебило, а просто авария. А почему так долго чинят? Мужиков же надо искать. Всех мобилизовали практически. И вот они вот пока, их там 3 калеки, ремонтников, они пока доехали, а это где-то там за городом, пока доехали, пока разобрались, пока там поменяли. Вроде сейчас начали давать воду в Одессе, хотя это действительно большая проблема. Ну вот отсутствие воды в последние дни. Но, знаете, Одесса всегда с юмором ко всему подходит. Это, чтобы, как говорится, все понимали, автомат. На нем надпись: не бейте автомат ногами. Воды нет. Ну и как бы бабушка тоже вот мимо проходит. Видимо, люди приходят к этому автомату, хотят узнать, есть ли вода, но воды нет настолько долго или, скажем так, в пылу разочарования, они вот это вот бьют автомат ногой, и вот такая табличка появилась. Даже вот в самые такие все равно с юмором относятся. Ребята, ну, вообще, всем привет. конечно... Нашли точку, где нет очереди. Только живая очередь, и все. Ну, то есть бюветы, какие-то колонки, вот эти все скважины. Люди выходят с канистрами, с какими-то баклажками, с какими-то там бутылками, бутлями и набирают себе воду. И, конечно, в этом действительно очень такая большая проблема. Плюс еще лето, жара. Некоторые поступают по-другому. Хотя тоже удивительно. Слушайте, вроде воды нет, такой кризис, авария большая. Нет, нормально. Нормально. Фонтаны работают и из фонтанов набирают воду. Тоже, так сказать, на нужды. Но очень хочется верить, что это все останется в прошлом, что отремонтируют. И вот сейчас уже вроде понемногу начинают давать воду в Одессе. И это прекрасно и отрадно. Ну и, конечно, еще хотел с вами пошуметь о 2 темах. Они так кочуют периодически из шума в шум. Это язык и деньги. Ну, цены. Начнем с цен. Доллар буквально вчера превысил и пробил новый исторический, ну не доллар, а евро, да, новый исторический рекорд. Евро никогда столько не стоило, там 48-15, вроде как-то так. И если так вот разобраться, то понятное дело, что это все влияет на ситуацию в Украине, как экономика, как и другие вещи. Евро дают, гривню, понятное дело, будут отпускать. Об этом все говорят. Но люди чувствуют это наиболее таким образом, который вот бьет по голове, да, как обухом по голове, когда они видят не сезон, или как, не совсем сезонное, полуфирменное, в общем, фрукты, ягоды. Вот поразились цене на малину.
Друзі, якщо полуницю за 189 гривень вже нікого не здивуєш, це ціна середня, то ось малина, котра їде до нас з Марокко. Малина из Марокко. З кожним кілометром набирає вагу, і 125 грам на сьогоднішній день вам обійдеться 410 гривень. Тобто кілограм всього-навсього 3000, друзі, 200 гривень. І ні в чому себе не відказуйте. 3200 гривен килограмм. 410 малинки поесть. 125 грамм. Слушайте, ну мы все как бы, ну, все по-разному, но в основном, да, в том или ином поколении, там, мы все родом из какого-то села. В сортире на улице рядом росла вот эта малина, да, вот сортир на улице, и вот там рядом кусты малины, а им там хорошо. Она там подпитывается, хорошая. В Украине, ну понятно, там, в России, в других широтах, как грязи ее всегда было, этой малины. Но тут везут из Марокко за 3200 гривен за кило, 410-125 грамм. О чудеса капитализма и рыночной экономики, ей-богу. Но зато, то есть, смотрите, какая история. Мы все дружно, как бы, ну, хейтим нашу малину. Ну, малина. Подумал, Марокко же, наверное, лучшая малина. Она же из Марокко. А у бабы Нюры рядом с туалетом на улице, у нее, конечно, у нее не такая малина. А вот в Марокко она же и вкуснее, и там же, видите, как упаковочка, все сделано. За 410, конечно, лучше есть. Мне просто интересно, если бабе Нюре предложили бы 410 за малину из ее куста возле деревянного туалета, может, как-то по-другому бы экономика работала? Но нет. Малина у нас должна быть чужая, а свой должен быть язык и шоу-бизнес. Поразительно высказалась, ну, давайте так, не хочу никого обижать, средненькая по популярности в Украине певица Наталья Валевская. Слухати, продовжувати російськомовних артистів і культуру, ну, взагалі будь-який продукт, виготовлений нашим ворогом, це, ну, це навіть не може навіть добратися, розумієте, сформулювати, що це означає. Це... Значит, ей сложно даже сформулировать. Как ты можешь слушать российский продукт? Ну, она же певица, она называет песню продуктом. Ну, там, трек, продукт. Как ты можешь его слушать? Она даже не сформулирует, не может сформулировать, что это означает. Наталья, соберись. Реально, як ти підтримуєш, ти стоїш на боці Рашки. Ну, це, я можу сказати, що це рівноцінно. Это равноценно, если ты это слушаешь, ты поддерживаешь Россию и на стороне России. Слушаешь российский продукт, все, ты на стороне России. На сьогоднішній момент батьки повинні говорити з дітьми, але не так, що ти не будеш слухати російську мову. Це супротив. Супротив породжує супротив. Что с ней? Слушайте, ну это такой какой-то... Не, ну понятно, что это женщина, там есть разные дни, состояния, там эмоциональные перепады, но вот это, конечно, было сейчас мощно. Ты не будешь слушать. Что это? Что, Наталья, что случилось? Неужели так болит, так задевает, так рвет душу? Потрібно донести, правильно знайти слова. Що, подивись, от хлопець з передової, подивись на нього. Нема очей, нема рук, нема ніг. Ну, одне око ще бачить. Значит, надо правильно донести. И вот она пытается объяснить, как донести. Смотри, есть парень из передовой, нет рук, нет ног, один глаз, и тот вот видит. Ага, доносим. Ну, это как подростку объяснить, что не надо слушать русские треки, там русский рэп. Хорошо, вот аргумент. Парень, из конечности ничего нет, один глаз. Хорошо. Як я зустрічалася з Андрієм в Америці, є такий у нас незламний воїн. Она знает такого лично в Америке. Он сейчас находится, несокрушимый воин, да. Я дивилася на нього. І після зустрічі з цими хлопцями, ну тобі не то, що ви, які там російськомовні пісні. Ти дивишся, розумієш, що ця людина за Україну віддала, ну, так? Ти малий пісюн, не маєш... Ты малой писюн?
Это она донести хочет ребенку. Право це робити, бо ти повинен поважати всіх захисників і захисниць, які зараз на передовій терплять такі випробування. Ти просто подивися на наших військових, сходи в госпіталь, шпиталь, подивись. Ти будеш продовжувати після цього, що ти побачив і почув від хлопців, російську музику? Та хто ти після цього? Чи ти українець? Ні, ти не українець. Ти там, ногою там, головою ти там. Короче, малой писюн не украинец. Он ногой там, головой там. Ты не украинец. После того, что ты увидел, как ты можешь? Вообще, конечно, очень обидно и... Ну, она верит в это. Я вот, смотрите, без всякого, она вот прям вот, она верит, это невозможно сыграть. Она это прям вот кожей рассказывает. Ну, стоит ли вообще там аргументы приводить? Еще нет. Нет. Надо просто обойти этого человека. А так и получается. Сначала один другого обходит, потом еще другой третьего обходит, дальше, дальше, дальше. Это геометрическая прогрессия. Все друг друга обходят, и получается раскол. Разлад. Региональный, понятийный. Потому что этот, ну, безусловно, как бы отдавший за Украину, без рук, без ног, с одним глазом человек, который там в Америке, с ним она виделась, и другие люди, которые потеряли конечности, потеряли, ну, в общем, здоровье, да, и которые там прошли через многое. Их нужно уважать, им нужно отдавать дань уважения, но они никакого отношения не имеют к русским трекам или русским песням. От слова «совершенно». Можно спокойно слушать русские треки и помогать ухаживать за этими людьми. Это не связанное понятие. Это как баба Нюра со своей малиной и малиной с Марокко. Давайте бабе Нюре заплатим 400 гривен за 100 грамм малины, а не Марокко. Потому что у бабы Нюры невыгодно. Да? Выгоднее там наценка будет больше, лучше. Вот так это все работает, так это все перевернулось. Вообще мы очень долго живем по вот этим таким дурацким, привнесенным в голову вбитым понятиям. Ну вот, а давайте как Израиль. Давайте. Ну вот сейчас Израиль тоже под ракетными ударами, только там вот там лупят 150 ракет по Украине, это не 150 ракет по Израилю. Все-таки площадь разная. Израиль маленький, там плотность огня сумасшедшая. Давайте как Израиль. Или там, например, я слышал, давайте как там, в Европе. В Эстонии давайте как. Давайте как в Эстонии. Там, так, в завершении шума, там скандал целый возник. Скандал заключается в чем? В том, что в Эстонии разгорелся скандал с русскими именами на бутылках колы. Ну, это такая промо-акция. Во всех странах Coca-Cola публикует, пишет вот эти имена на бутылках. Ну, такой у них ход, да, такой маркетинговый. Значит, персонализированная кампания это называется. Она стартовала в мае, и, в общем, в Эстонии все возмущены. Покупатели обратили внимание, что на прилавках трудно найти бутылки с традиционными эстонскими именами. В то время как на русском языке имен пруд-пруди. Ну и все ж возмутились. Компанию, что это вы? Компания объяснила, что при формировании списка имен для печати опиралась, внимание, на официальные данные Департамента статистики этой же Эстонии, а не на национальную принадлежность граждан. Тем не менее, в соцсетях взрываются, говорят, дисбаланс, это все, как бы корректность, отбор, там, в общем, этнический состав обсуждают.
Ну, причем другие пишут им, говорят, что подождите, ну есть тоже, есть там и Лаура, там Марии, тоже есть. Ну, и эстонские есть, и русские есть, ничего страшного. Но, как бы, срач до неба. Смотрите, какие у эстонцев проблемы. Надписи на бутылочках с Кока-Колой. Самое интересное, что, ну так, для справки, вот эту историю запустили в 2011 году, периодически вот эти логотипы вставляют. И во время так подобных кампаний было много таких скандалов. В Израиле в том же отказалась компания от имен на бутылках из-за того, что сложно было между еврейскими и арабскими именами выбрать. И они вообще как бы не запустили этот проект, потому что, ну, чтобы не разжигать. Да, в Германии жаловались на то, что много турецких имен. Вроде как этническая представленность, ну, турков большая в Германии, да, ну, прям они так подбирают, что, ну, много получается турецких имен. В США говорили, что нет, ряд там латиноамериканских, африканских имен. В Саудовской Аравии свернули или там ограничили из-за того, что женские имена практически не использовались на бутылках. Ну, у них не положено, да, женщине. Ну и в России и Украине тоже это был скандал. Это было 10 лет назад. Оказались мы, собственно, в общем, российская версия карты тогда, размещенная в рамках новогодней кампании, включала Крым. Ну и, соответственно, это же ужас, ужас и кошмар. Да? Компания тогда извинялась, Coca-Cola. Но вот уже с другой стороны в России, да, то есть где карту изменили обратно, тоже были недовольны. Поэтому, конечно, Coca-Cola это исчадье зла. Да? И напиток так себе. И, как вы понимаете, и компании промо такие. Вроде как хотят объединить по-человечески. Ну, я вам показывал в шуме каком-то позапрошлом о том, что... Или в телеграм-канале о том, что смотрите, ну, там шутники шутили, там, когда надпись, да, земля продана, прах сюда можно собирать с надписью. Такой есть черный юмор по этому поводу. Там Микола было написано. Ну, в общем, вот такая вот история, вот такой вот шум. Значит, да, друзья, всем большое спасибо за то, что, ну, хорошенько мы сегодня, да, вот изрядно так пошумели. Я думаю, что, в принципе, есть что обсудить, есть о чем подумать, и, ну, есть о чем высказаться. Поскольку мы в прямом эфире, значит, то нужно сказать, отметить два таких момента. Значит, пошли упорные слухи, что, ну, это опять-таки, это на уровне ИПСО, военной пропаганды по поводу эмоциональных событий, но однако говорят, что ночью этой иранцы могут ядерные испытания провести, ну, потому что, ну, это сложно, там бомбежки плюс еще что-то. Какие ядерные испытания не уточняют. Ну, вроде как нет у иранцев носителей для ядерного оружия, хотя мы ничего не знаем об этом. То есть, ну, вроде как успокаивают, говорят, что это фейк, но вот активно бродит, что это за какое-то испытание. Может, по Израилю и будет испытание, понимаете? Потому что ядерные объекты поражены по информации, по состоянию на сейчас, ее никто не опровергал пока, и в Иране, и в Израиле. Может, степень повреждения уточняется, дело сложное, но тем не менее сообщения о поражении и там были, поэтому вполне вероятно. Ну и, конечно, тут все, так сказать, сразу могут обратить внимание на то, что происходит с рынком США. Понятно, это все в моменте, но опять как-то жуткие покраснения. Очередные приходят разные кадры удара по Тель-Авиву. Вспоминают
канал неплохой международный Only News «Мир и Украина», в общем, вспоминает о том, как это было. Трамп в 2020 году говорил, что Байден начнет войну с Ираном, потому что не может вести переговоры, он слабый и неэффективный. Эффективность Трампа, как говорится, налицо. Ну и министр обороны Кац, тот, который ловил Грету Тунберг, и поймал, и накормил, и напоил, и депортировал. Говорит, что Иран пересек красные линии, когда осмелился выпустить ракеты по гражданским населенным пунктам в Израиле. Мы продолжим защищать граждан Израиля, обеспечим то, чтобы режим аятолл понес очень высокую цену. Ну, в общем, Нетаньяху проводит прямо сейчас консультации с силовиками. Закручивается все. И от этого печально. Ну, печально почему? Печально потому, что угроза войны, угроза смертей, угроза ядерной войны. Друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса. Кто победит в или от, ну там как, в зависимости от варианта, от Большой Ближневосточной войны? 13% считает, что Израиль, по 26% Иран и США, 35% Россия. Ну, это если, конечно, предположить, что Россия может остановить эту войну. Тогда вполне вероятно, вполне возможно. Перейдем к вопросам. Давайте непосредственно начнем с нашего, ну, моего закрытого клуба зрителей. Но я его насчитаю нашего, потому что там люди очень интересно общаются. У них замечательные, я бы сказал, такие темы для разговора и дискуссии по поводу эфира и везде. Значит, благодарят за программу, благодарят в чате, чате клуба закрытого зрителей. Значит, как думаете, этот конфликт с Ираном выведет новую волну антитрамповской кампании? Ну, например, вот смотрите, Америка в Израиль и самолеты отправили, и свои войска, и еще что-то, а нам вот ничего. Ну и так далее. Вы имеете в виду Украину? Никита задает вопрос. Судя по всему, да. Наверное, Никита имеет в виду Украину. Ну, как вам сказать, Никита? Я думаю, что эта история, это вот часть загона Трампа, да. Тут вы правы. Я думаю, наоборот, в Украине к нему очень резко будут, скажем так, теплеть отношения, потому что он там станет фарватер этого движения по загону. Но Трамп, проблема в том, что он не такой, как бы, типичный зверек, которого погнал, и он бежит туда. Нет, Трамп еще вильнет так, что мало не покажется. Поэтому превентивно, Никита, да, надо превентивно ругать Трампа. Смотрите, это уже очень удобно. Любому причем, с российской стороны, с украинской стороны, ругаешь Трампа, ты не прогадаешь. Потому что если ты там за украинскую пропаганду, например, то ты, конечно, будешь ругать Трампа. Оружие не дает, там помощь сократил на следующий год, Израиль ему важнее. Класс, ты в дамках, тебя режим по головке погладит. Ругаешь ты Трампа в России, ну тоже ничего, нормально. Трамп, у нас Путин, а тут Трамп, да, то есть тоже хорошо, тоже неплохо. Да, мы с ним ведем переговоры, потому что это же не просто Трамп, это Америка, там, ну и так далее. Мы переходим в очень важную фазу для президентства Трампа, когда его хвалить становится не модно. И вот эта история с Ираном, и вот эти его метания по заявлениям, Иран не пойдет ни на что. Иран будет воевать. Вопрос сейчас заключается в мощи Америки. Потому что пока что, они там, конечно, сообщили сейчас, вот это, после этой атаки по Тель-Авиву, что американцы тоже типа принимали участие в отражении ударов ракетами. Но как, пока непонятно. Может, дальше будут подробности, потому что это вот сейчас в прямом эфире. Ну, заявление было, что американские военные тоже отражали удары, ну, как бы выполняли свой союзнический долг. Ну, хорошо. А режим аятолл как победить?
Ну, сухопутным только путем. Опять возвращаюсь сначала, вопрос сухопутный. Другими армиями Трамп, только поддерживая с моря, с воздуха, ну там воевать некому особо. Американцев туда гнать, поддерживать Трампа опять станет не модно. Вот в этом большая проблема. А Трамп это тоже чует нюхом. Он наученный первым сроком, он примерно понимает, что это такое. Поэтому, мне кажется, он еще готов выкатить определенные сюрпризы. И да, лучше на всякий случай поругать Трампа. На всякий случай. И российским, и украинским, ну, таким заряженным на войну людям. Но мне все-таки кажется, что есть у Трампа определенные, ну не то что козыри, но как бы расклады и шансы, да, для того, чтобы ну вот как-то вот обойти и войну закончить. Ну, понятное дело, не вот таким вот способом, как на Ближнем Востоке. Угу. Александр хотел поинтересоваться, если бы не было аннексии 2014 года и Россия не напала бы на Украину, возможно ли, что Украина начала бы подобную операцию против России, как Израиль, при поддержке США, учитывая, что ей в чем-то отказали? Заранее спасибо. Нет, мне кажется, что если бы не было 2014 года, то это все вообще было бы невозможно. Ну, это мое личное мнение. Даже каким бы... Вот смотрите, вот эстонцы... Нет, ну, несопоставимо, конечно. Украина большая страна. Ну, я чисто так, да, идеологически. И... Ну, нет же там никаких провокаций. Ну, по большому счету. Ну, сидят там себе, бузят на Россию. Но она и не воспринимает как серьезную угрозу. А Украину воспринимает, потому что ресурс больше, армия больше. И, ну, вот это вот НАТО, да, перспективы там есть, где развернуться. Поэтому, да и такую страну, как Украина, так просто не науськаешь, да, на такие спецоперации. Ну, по-моему, нет. Если не было бы ничего. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Так, значит, вопросы из чата, если есть. Ага, Трампа демы снесут к зиме? Андрей, обсервер, спрашивает. Андрей, нет. Трампа не снесут к зиме. Ну, вы имеете в виду снесут в плане там импичмент, там какие-то моменты. Политические удары будут по нему, серьезные будут. На осень они готовятся в том числе. Но так, чтобы снесут, нет. Трамп тоже, ведь помните, он же не мог делать все, что он захотел в свое первое президентство. Так и здесь будет. Снесут вряд ли нет. Хэппи Санта обижается. В смысле Кока-Кола так себе напиток? Ну, я имею в виду последствия, там сахара много, эту историю. А так, конечно, напиток ничего. Сам пью Кока-Колу. Ну, по мне видно. Значит, так, Шелеста все началось с Ющенко. Березовский стоял за первым Майданом. С Ющенко, да. Александр, ты за мир, но сам в Телеграм держишь папку «Русня». Прямо в эфире было видно в таком отношении к нации. Какой мир, объясни. Это какая-то... Вообще я туда не захожу, не пользуюсь. Это какая-то херня, надо посмотреть. Не-не-не, ребята, это не берите в голову. Значит, Шелест, как попасть в твой закрытый клуб? В Телеграм-канале, переходите, есть ссылочки. Это какие-то не папки, это что-то. Или может папки, или когда-то старое. Там нет ничего в этом. Переживаете, нет воды в Одессе, а вы сильно переживали, когда 4 года назад отрубили воду в ДНР. Слушайте, а откуда у вас вот это Гамлет, да, Гамлет? Слушайте, а вы сильно переживали, когда 4 года назад... Какая-то странная у вас логика. Я понимаю, в чем, как вы формулируете вопрос. Вы формулируете вопрос, что Одесса и ДНР как бы сталкиваете, да, между собой, да, противопоставляете Одессу и ДНР. Мол, Одессу жалко, а ДНР нет. Какая-то ущербная, если честно, манипуляция. Ну а почему Крым не написали, да? Ну, вот я был против всегда блокады водной Крыма, например.
ДНР тоже там вообще эти водоводы тянули, черти шо, через с Ростовской области. Ужас и кошмар, тоже люди бегали за этими. Ну, сейчас вроде полегче говорят, но тоже есть проблема. До конца не запустили, вроде бы как, да. Кто из Донецка, отпишитесь, пожалуйста. Ну, тоже какая-то странная, дикая логика. Ну вот, зачем... Донецк же был Украина до этих моментов, даже самопровозглашенной республикой. Ведь по Минским Донецк это Украина. Да, федеративная, да, там часть. Но это украинская была часть. Понимаете? Конечно, переживали все. Но это принимали эти решения. Потому что были там разные Семены Семенченки, вот эти оголтелые, выходили, нет, не дадим. И все остальное. Аналитик из Шелеста, как из говна пуля. Ой, спасибо вам, добра и света. Это прекрасно. Шелест, добрый вечер. Сможете ответить на свой же вопрос, пожалуйста, как вы думаете? Спасибо, Рамазан. Мне кажется, что победит в плане победы военной, ну, как, военной не будет такой там уничтожения все-таки, но в плане военной победы, наверное, все-таки на стороне Ирана будет, да, потому что ему там подкинут, и северокорейцы подкинут, если что надо, и россияне помогут. Опять-таки, там же вот этого убили человека, ну, руководителя КСИРа, выстрелом, да, в квартиру. Выстрелом в квартиру убили этого человека. А он же презентовал шахеды. Ну, раскопали информацию старую, что это он конкретно на своей должности, пребывая, возил шахеды, что вот смотрите, есть такая штука в Россию. Так вот, шахеды российские, герани там, или как они называются, они уже превзошли те шахеды, которые он тогда презентовал. Нет, у Ирана сейчас тоже есть такие моднее истории. Но мне кажется, технологическая история сотрудничества России и Ирана, в общем, Ирану не дадут проиграть. Израилю тоже не дадут проиграть. Больше, конечно, ракет и больше железа обрушатся на голову Израиля. К этому надо быть готовым. Не уничтожат они все. Израиль слишком большая страна. И это может быть действительно долго. Но сливки с этого снимут США и Россия. Политически имеется в виду. Военные, скорее всего, Иран. Но политические Россия. Но это мое мнение. Ответьте на вопрос Алой Зари. Кто такая Алая Заря? Не вижу этот вопрос Алой Зари, к сожалению. Сашенька, лайк, спасибо большое вам тоже. Ну, значит, повылазила Алая Заря. Пригласите Колобка из Одессы. Не знаю, кто такой Колобок из Одессы. К сожалению, не сталкивался. Георгий, а немного ли на себе... Ага, кого звать на эфир? Нет, ребята, не ругайтесь. Люди высказывают свое пожелание. Пускай высказывают. Так. Сколько населения в Израиле? 8 миллионов, кажется. Шайтан-дроны. Шелест топит за Иран, военный союзник России. Да не топлю я за Иран. Я топлю против ядерной войны. Вот за это я топлю. Потому что тут тоже очень важный момент. Если Иран выпустит, там, вот они сделали 3 по 50, по-моему, залпа, сейчас тоже продолжается, и будет еще. Израиль тоже отстреляется, Иран тоже отстреляется потом. Но Израиль меньше, урон может быть жестче, и когда они почувствуют угрозу реально тяжелую ситуацию для себя, смертоносную, они тогда чмыхнут ядерной бомбой. А только они это сделают, тут начнется веселуха по всему миру. Никто уже... Смотрите, если бы... Нельзя такое говорить, конечно, я против такого момента. Помните, год назад обсуждались, или полтора, обсуждался момент, что Россия ударит маленьким ядерным зарядиком где-нибудь там на Западной Украине или где-то в поле, там где-то на юге. Вообще, что там и заражения не будет, и, в общем, там все, помните, уверяли там, да? Вот смотрите, если бы это гипотетически произошло, это, ну, как бы, все бы ах, и задумались, и начали бы переговаривать, да? Ну, дамбу уже взорвали Каховскую. Ну, раз, и не стало дамбы.
Да, и все, и это никого не остановило. Я не говорю, кто ее взорвал. Я говорю о том, что взрыв дамбы никого не остановила трагедия после. И вот этот маленький зарядик, там, если пустили в поле куда-то показать, как орешник, там, ударили ночью, никто не погиб, никто не пострадал, но вот показали, что у них есть орешник. Если бы они показали вот это намерение, что они готовы, все бы сели бы, начали разговаривать. Если это произойдет на Ближнем Востоке, нет, там начнется Рубилова, Махач по полной, потому что официально ни у Ирана, ни у Израиля нет ядерного оружия. То там бы уже началось очень много грязных бомб и очень тяжелых, таких достаточно тяжелых историй. Ну, опять-таки, мне так кажется. Поэтому я очень против любой вот такой ядерной провокации. И вот действительно даже прям переживаю, вот серьезно вам хочу сказать, когда сообщаю об ударах по ядерным объектам. Одной и другой стороны. Самолеты против ракет. Посмотрим, кто выиграет. Может быть, ничья. Бикер может быть. Алексей Ефремов. Александр, какой, на ваш взгляд, самый быстрый закончить эту войну? Эту какую? Ближневосточную? Или эту какую? Украинскую? Угу. Вот Алая Заря. Вот вопрос, повторила, да, это тот, наверное, который мне... Александр, вопрос. Когда подавляющая часть вашей аудитории плюется, как сегодня со Спиваком, вы предпочитаете не замечать, чтобы не провоцировать гостя, или это просто профессиональное правило эфира? Ребята, это этика, это раз. Во-вторых, давайте будем откровенны. Ну вот, я никогда не делю ничьи аудитории, никакие мысли, ничего. То есть, смотрите, просто посмотрите на количество... общее количество просмотров и количество комментариев. Ну, там примерно в 100 раз меньше, да? 100 раз меньше комментариев. Предположим, в комментарии все плохие. Вот все. Один хуже другого. В чате трансляции еще меньше людей, потому что это, ну, такая функция, там, кому удобно, там, на компьютере или там на телефоне, кто привык. Люди просто смотрят. Смотрят, слушают, то есть, да? Смотрите. Это не означает, что моя аудитория там вот прям вся не любит или там еще что-то. Вот посмотрите на количество лайков. Я вам каждый, вот как попка-дурак, я, да, говорю, лайкните, пожалуйста, лайкните, пожалуйста. Ну и чего, лайкайте? Ну так, посредственно. Ну, если по статистике брать. Потому что лайкают мало, это же какое-то действие. А зайти там в чат написать, это тоже какое-то действие. Это усилие над собой, труд какой-то. Я вам просто о цифрах, то есть Дмитрия смотрят и те, кто любит, и те, кто не любит. Любого другого эксперта смотрят те, кто любит, те, кто не любит. Кто-то там вызывает больше желания написать хорошего, кто-то плохого. Это жизнь. Нельзя судить эфиры и аудиторию, самое главное, всю аудиторию, нас больше. Меня очень часто критикуют: Шелест, нахрена ты вот эти игра в города, вот эту всю историю, там, это время тратишь. Я пытаюсь вам донести, что нас больше. Если вы видите какой-то там ужас какой-то в комментариях, там, да, какой-то бред пишет, или там еще, например, мне очень нравится, когда залетает ботаферма, а я это прям видел. Я вообще комментарии не касаюсь к ним. Есть там ютубовский этот искусственный интеллект, он эти маты, всякую там эту историю с языком вражды он вычищает. И вы там видите, что комментарии периодически удаляются. Я комментарии не удаляю. Ну, вот. В ютубе вообще их не касаюсь. Оно как само происходит. И вот вы видите, я замечал, ботаферма полетела. Отписывайтесь от Шелеста. Там он там такой-сякой. Причем полетело, а люди там другие пишут: погодите, а вы кто, а вы что? Полетела ботаферма, например, там, да, прям несколько там разных аккаунтов вот это крутит. Ну, пускай крутят. Я просто призываю всех учить, вот главное, да, учесть главное, что нас больше в прямом эфире, нас больше. Не судите там по количеству лайков, по количеству комментариев, по количеству гневных комментариев, вообще о всех нас. Когда мы поймем, что нас больше, мы научимся терпимее относиться друг к другу, а не сбиваться в стайки. Потому что то, что нужно политикам, особенно во время войны, чтобы мы сбивались в кучки и стайки.
Потому что стайку легче натравить, надрочить куда-нибудь, отправить, зарядить, погнать. Там, кто-то называет это секта, кто-то называет там это, не знаю, там, монастырь, кто-то называет еще каким-то словом, кто-то там, не знаю, там группа по интересам, группа в полосатых купальниках, кто-то еще как-то называет, да, кто-то называет опричники мои, там, мои там, паства, да, вот такие есть еще выражения. Понимаете? Нет, нас больше. И поэтому, по большому счету, да, ну, нельзя об этом судить. Нет, понятно, что часть пишущей комментарии аудитории, вот так правильно, там высказывает плохо, ну, часть хорошо. А если брать больший предел, так вообще нормально. Когда мы поймем, что нас много, мы тогда будем как бы трезвей смотреть на вещи. Мне так кажется. Спасибо большое за хорошие слова в комментариях. Александр, вы оспариваете санкции? Пытаюсь, но это немножко сложно. Пытаюсь, буду. Да, есть прецеденты. Ну, смотрите, там на самом деле это бесполезно. Я сразу вам хочу сказать. Это бесполезно. Но там хотя бы можно будет взять... Как вам сказать? Короче, материалы с какого перепугу? Ну вот суд это как механизм затребовать эти материалы. Ну там тоже не факт. Дадут, не дадут, секретно, не секретно. То есть конкретно за что? То есть вот конкретно. Но не в том плане, там, за что мы все понимаем, а вот юридически за что. Но это пока Зеленской у власти это бесполезно. Так. Значит... Саша, как ты думаешь, какие герои Украины появятся на месте снесенных памятников в Одессе? Никаких не появится. Старые вернут, я думаю. Ну, просто пройдет время и вернут старые. Произойдет переоценка какая-то в мозгах, в головах. Я не хочу там предрекать, вот там куда-то кто-то перейдет или там куда-то чего-то отколется, развалится, присоединится, захватится. Не-не-не. Я сейчас за эволюционный путь, чтобы мне там не приписывали там какие-то. Вернется. И Жванецкого памятник поставят, такой, в Одессе. Вернутся там, все эти памятники вернутся. Потому что изменится отношение к исторической эпохе. Это вот я в этом уверен. Саша, будут эфиры с Щелиным и Бондаренко. Ева, первый понедельник месяца. Ну, это предварительно, там может дата гулять, но вообще первый понедельник месяца мы вот в таком формате будем. Лайк, вопрос. Вам не кажется, что все то, к чему сейчас приходит народ Украины, россияне говорили вам на протяжении 10 лет? Нет, не кажется. Потому что, опять-таки, тут же опять вы делаете такое необоснованное обобщение. Какие россияне говорили это, во-первых. Во-вторых, об этом они точно не говорили. Тому, к чему мы сейчас приходим. Но с точки зрения там какого-то развития, опять-таки, ну, у нас же все ориентируются на Москву. Шоу-бизнес, певцы, писатели, Зеленский, он на Москву ориентировался, ездил работать, фильмы снимал с Киркоровым, мотался, вот это все, концерты вел, даже пытались они квартал этот свой запустить на СТС, новогодние огоньки, все это было. Они все, вот там был центр жизни. Интересно то, что там санкции, все эти моменты не изменили пока этого подхода. Все равно там есть какой-то центр жизни, и культурный, и некультурный. И как бы вот эти там не говорили разные там певцы и певицы, да, там, как бы они хулили, они бы хотели. Туры концертные по году, например. Ну, вот представьте, всю Россию объездить. Во-первых, сколько бабла срубить, во-вторых, там это попробуй объездить. По Украине там же нет такого год тур. Целый год, например, да. Расстояние не те, народу не столько там, ну и остальное. Во-первых, это финансовый вопрос. Во-вторых, это по шоу-бизнесу. Во-вторых, это, конечно, вопрос в сторону там какого-то развития. Потому что нет, в Украине тоже очень есть и музыки классные, и шоу классные, и там стараются, во многом где-то подражают западным.
Ну и россияне тоже подражают западным. В общем, все друг другу подражают, но все равно есть объемы. Это вот объемы. Пузырь. Тут больше, тут меньше. Ну и там классные пузыри. Но все равно как бы вот притягивается вот туда, в Москву все. И это и по фильмам, я имею в виду характер съемки, это и по законопроектам, которые там один в один идут, там прям синхронно. Вот эти все электронная мобилизация и так далее. Просто там немножко одно, здесь чуть-чуть другое. А в принципе движение-то идет мысли в одну сторону. Просто что плохо, что эта сторона война. Вот это плохо. Александр Колобанов. Александр, а санкции РФ оспаривать будете? У меня нет санкций РФ. Ну, если только не объявили, я ничего не знаю, если правда. Ну, и статус иноагента у меня есть. От чего, почему, не спрашивайте. Не понимают. Саша, у меня был вопрос про Павла Щелина. Будут ли эфиры отдельно? Будут, конечно. Естественно, будут. Ну, там график и так далее. Ирина Голубева, Ирина. Саша, добрый человек. Спасибо, уважаю. Берегите себя. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. И вообще, друзья, давайте писать хорошие и добрые комментарии. И вообще, глянул вот на шум, а 50% без подписки смотрят. Ну прекращайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите хорошие, добрые комментарии в том числе. Потому что видите как? Не видно вас с хорошими, добрыми комментариями. Все говорят, злые там. А вы добрые напишите. Потому что, знаете, как в «Мастере и Маргарите», да? И Иешуа, да? Добрый человек. Добрый человек. Как добрый человек? Он же там тебя убивает, он же там сделает. Ну, каждый из нас добрый человек. Добра и света желаю вам. Всем доброй и тихой, желательно, ночи. Надеемся, что ничего не превратится в ядерный пепел ни в какой части света. А все-таки вот это добро, которого я вам желаю вместе со светом, все-таки победят. Увидимся обязательно в шуме в грядущее воскресенье. Вот прям послезавтра увидимся. Поэтому всем до воскресенья.